любишь империю, как ты можешь быть против Крыма? А у меня было такое ощущение, что это сон. А реальный мир – это то, что мы на полшага стоим от катастрофы. Какую империю хочет восстановить все-таки Путин? Ту дореволюционную или сталинскую? Ну, конечно, советскую. Ленин в этом смысле был гениальным человеком. Но он был гениальным подлецом. Он мог быть демагогом где угодно, но за ним бы не пошел бы народ. Вы говорите, что не надо устраивать охоту на ведьм. Но еще хуже, если ведьмы опять захватят власть. Я считаю, что свою страну, пока есть какая-то возможность для борьбы, оставлять нельзя. Вот это вот обгрызанное личное счастье. О, да. Оно стоит принципиальной позиции? Шпильберг – это вот это? Да. Это гора. Там я гуляю каждый день. Самая высокая точка здесь. И на нем замок. Старинный, очень красивый замок, который был сначала замком, нормальной крепостью, защищавший город. И так было до 30-летней войны. А потом, в 18 веке, его превратили в тюрьму, как Петропавловскую крепость. И здесь томились, и казнились, и умирали очень много людей из тех народов, которые боролись за независимость своих стран. Ну, итальянцы, да, венгры, поляки. То есть тюрьма народов по-настоящему? Да. Его так и называют тюрьма народов. Здесь, кстати говоря, до суда сидел принцип, вот кто убил эрцгерцога Фердинанда и его супругу. После того, как его осудили, его не присудили к смертной казни, он на момент совершения преступления еще не достиг 18 лет. Его присудили к пожизненному заключению и отправили после этого в Терезиум. Это крепость на границе с Пруссией, с Германией. И там он умер от чехотки. Иными словами, это, в общем, в каком-то смысле памятник всем тем, кто боролся против империи. Хотя многие из них сейчас немножко вздыхают о ней. Андрей Борисович, я считаю, что сейчас нет вообще ничего более интересного и важного для понимания того, где мы находимся, чем две науки – физика и история. Обеими манипулируют историей чаще. Мы к вам пришли, чтобы прояснить некоторые моменты XIX века, о котором вы сейчас написали книжку, и поговорить о том, насколько сегодня удобно манипулировать историей в ту или в другую сторону, чтобы достичь своей точки зрения, и что делать людям, которые не историки, чтобы ими не могли манипулировать. Согласны? Катерина Владимировна, во-первых, сам факт... Катерина Владимировна? Я к вам обращаюсь. Ничего себе! Почему Владимировна? А дело в том, что историк, знающий русскую историю, очень страдает от того, что у нас произошла колоссальная культурная деградация. За весь этот советский период, так называемый, у нас произошел не подъем межчеловеческих отношений, а их резкий упадок. Вот в старой России, при крепостном еще праве, в деревне люди все обращались, там все маленьких мальчиков и девочек, все обращались друг к другу на «вы» и по имени-отчеству. Так мы, слава богу, крепостное право победили. Правильно. Но помещики обращались к крепостным, да и вообще к крестьянам по имени, да еще обязательно в таком, уничижительно, таком дозвательном, там, Катюха или так далее. Мужчины и женщины-крестьяне, конечно, очень обижались на это, но сказать было нечего. И когда кончилось крепостное право в 1961 году, это было неписанное правило всей русской интеллигенции, восстанавливая свободу крестьянства, самоуправления, всегда обращаться к любому человеку, старше 12 лет по имени-отчеству, к гимназисту и гимназистке, уж тем более студенту и к студентке, к крестьянам и рабочим, в суде, в земстве и где угодно. Было не принято иначе. Как там обращаются друг к другу муж с женой, это их дело. Там, может быть, там лапочка и заинька. А публично только по имени-отчеству. Даже нельзя было сказать публично о своей жене. Вот Маня мне сказала. Это был бы шок. Только Мария Михайловна. Вот такой был стиль. Причем он пронизывал все общество, не только его образованную часть, но и простонародье. Конечно, постепенно в 20 веке, еще до революции, это немножко стало деградировать среди молодежи. Мораль общества резко падала, революция возникла не на простом месте, но большевики, придя
формально сохранили все это. В милиции к вам обратились бы по имени-отчеству. А всюду бюрократический принцип, аппаратный принцип был к нижестоящему, я начальник, ты дурак, по имени и на «ты». Ты к нему обращаешься по имени-отчеству и на «вы», а он к тебе по имени и на «ты». Это вот норма. Я помню, если угодно, когда меня пригласил наш ректор МГИМО Туркунов Анатолий Васильевич на работу, мы же старые друзья, мы вместе учились на одном курсе. И когда он ко мне сказал: Андрей, как я рад, что ты пришел, давай. Я говорю: Анатолий, я рад, что вот мы можем работать вместе. И очень быстро произошло охлаждение. Потому что он-то считал, что он может меня называть Андрей на «ты», но я не имею права называть его по имени и на «ты», особенно при других людях. То есть я оставался, я преподавал, но личное общение прекратилось. Вот с этим я и борюсь. И поэтому я считаю, что мы должны поднимать планку. А это не утопия? Это зависит от нас с вами. Но если общество захочет стать лучше, оно станет лучше. И, собственно, в этом только и есть надежда. Понимаете, политические инженеры, они могут придумать какие-то правильные формы там, соотношения исполнительной и законодательной власти, уровень свободы и независимости власти судебной. Но если не будет наполнения живой человеческой волей и живым пониманием добра и зла, правильного и неправильного, все эти конструкции, как говорят, коту под хвост. На своем самом известном портрете первый президент Соединенных Штатов Америки Джордж Вашингтон не улыбается, как и на десятках других. Причина простая – зубы. Бедный Вашингтон всю жизнь страдал от зубных болей. Зубы у него начали выпадать еще в детстве, а в конце жизни президент Соединенных Штатов вообще не мог обходиться без протезов, которые в конце 18 века были дико громоздкими и неудобными. В те годы красивую улыбку нельзя было получить ни за какие деньги, и люди жили с тем, что выросло. В наши годы, что скрывать, люди тоже сталкиваются с выпадением зубов. Обычно это случается ближе к 60, но у современной медицины уже есть решение этого вопроса. Имплантация. Она позволяет противостоять возрастным изменениям, не ухудшая качество жизни. Только вот цены на нее в большинстве стран атомные, а очереди к хорошему стоматологу такие, что пока дождешься, есть риск остаться совсем без зубов. У меня много друзей и знакомых среди релокантов, которые теперь разбросаны по всему миру и имеют возможность оценить медицину разных регионов. Поэтому информация о том, что где-то есть хороший специалист за вменяемые деньги, разлетается моментально. Сегодня мы в Измире, и поэтому я решила пройти стоматологический чекап в клинике, о которой слышала от знакомых много хорошего. Экспертную консультацию проводит доктор Азан, стоматолог в 3-м поколении. 26 лет он занимается имплантацией и протезированием. Клиника применяет современные европейские протоколы имплантации, которые позволяют проводить ее всего в 2 визита. Импланты ставят немецкие и швейцарские, а гарантию на них дают пожизненную. Клиника аккредитована Минздравом Турции для работы в сфере медицинского туризма, а значит, вам будет предложено не только лечение, но и весь набор сопутствующих услуг. Встреча в аэропорту, трансфер и гостиница. Время в пути до клиники минут 20-30 зависит от пробок. На самом деле Измир очень большой город, 3-й по величине в Турции. Здесь живет 4 миллиона человек. И он довольно красивый Измир. Смотри, какая береговая линия. К сожалению, россиянам пока об Измире известно мало. Но, наверное, скоро это исправится. Это в детстве было страшно и ужасно к стоматологу, а сейчас прям приятно. Hi, hello. Dr. Azan, nice to meet you. Nice to meet you, Katerina. You get one extra efendim şimdi X-ray. Боже, это я. Put your hand, please. Make clear. Кроме имплантации, вы можете пройти чекап организма по 80 показателям, узнать подробнее о клинике Азана Гюнера и записаться на онлайн-консультацию вы можете по ссылкам в описании к этому видео. А если при записи вы введете промокод Гордеева, то онлайн-консультация и план лечения будут для вас абсолютно бесплатными. Кроме того, если вы забронируете лечение в клинике до конца 2024 года, то получите еще и бесплатное размещение в 4-звездочном отеле с завтраком. Скорее переходите по ссылке и стройте планы на жизнь со слепительно здоровой улыбкой. Say, say, say.
Вы раньше многих в академической среде, да и вообще в широком российском обществе сказали вслух, что аннексия Крыма недопустима и что все, что будет за ней следовать, приведет к трагическим последствиям. Вы сразу в марте 2014 года об этом сказали, за что, собственно, впоследствии и лишились своей должности в МГИМО. И этот вопрос состоит из двух вопросов. Первое. Что такое вы поняли, чего не поняли все остальные? И второе. Может быть, когда-то вы об этом пожалели? Значит, начну со второго вопроса. Никогда, ни на одну минуту, ни на одну секунду я об этом не пожалел. Но 8 лет вы были без работы. Я читал публичные лекции, писал книги. Я не чувствовал себя выброшенным из колеса жизни человеком ни на минуту. Буквально на следующий день, после того, как объявили о начале моего процесса изгнания из института, а я напомню, что эта статья в «Ведомостях», она вышла 1 марта. 1 марта. И, соответственно, еще до аннексии Крыма, до того, как о ней было даже объявлено, через 2 дня меня вызвал там проректор МГИМО и сказал, что все, значит, уходи по собственному желанию. Но я, естественно, сказал, что по собственному желанию я никуда не уйду, выгоняйте, если хотите. Важнейшая мысль статьи это уже было, заключалась в том, что аннексия Крыма очень похожа, вообще все события вокруг Крыма, похожи на аншлюз. Австрии на захват Мемеля марта 1939 года, на, естественно, захват Судетских областей Германии. Вот этот. Ну, сейчас за такие сравнения вообще можно лет на 10 сесть. Ну, наверное, да. Тогда я, понимаете, только закончил историю России 20 века. Вот большой 2-томник, потом он стал выходить как 3-томник. Поэтому для меня все эти вещи, все были оживлены, я все это заново читал, редактировал, изучал. И когда вот в конце февраля начались эти события, там появились зеленые человечки в Крыму, аналогия возникла мгновенно. Что это аншлюз, это Гитлер, это, значит, Судетский сговор, это, наконец, захват Мемеля, он очень красочно проходил. И за этим последовала, понятно же, война, которая в итоге стоила Гитлеру жизни и германскому народу неисчислимых страданий. Я ходил, знаете, как, наверное, когда вот человек одержим какой-то идеей, такое чувство, как будто бы я, вот как женщина, которая уже должна рожать и не может родить. Вот я обязан об этом сказать людям. Я должен это сказать, чего мне это не стоило. То, что меня выгнали из института, у меня никаких сомнений не было. То есть вы сразу понимали, чем это кончится? Да, абсолютно. Естественно, я тогда и не думал, что за это посадят. Но то, что выгонят из института, я в этом не сомневался. За 2 дня до того, как я опубликовал эту статью, еще я ее не написал, защищался мой аспирант Вася Рулинский. Его диссертация посвящена борьбе с нацистским прошлым в послевоенной Германии. Попытка преодоления нацистского прошлого именно в интеллектуальной среде. Это была прекрасная диссертация, мы над ней много работали с ним. И вот он ее хорошо, на мой взгляд, очень защитил. И был, конечно, там маленький прием после этого. И подходили ко мне коллеги, поздравляли с хорошей защитой. Естественно, кто-то уже заговаривал о Крыме и Украине, потому что события это развивались. А у меня было такое ощущение, что это сон, что вот это вот из нереального мира. А реальный мир – это то, что вот сейчас мы на полшага стоим от катастроф. Вся та мечта моя, что Россия, преодолев большевистское прошлое, возродится как нормальная Россия, демократическая, свободная, они все развеются в прах. То есть аннексия, война и потом большая война. Поэтому я не мог об этом не сказать. То есть вы думали статьей кого-то остановить? Понимаете, долг любого человека – это говорить. А услышат люди или не услышат, это уже дело людей. Ни одного из пророков Израиля израильский народ не услышал. Но зато их книги есть сейчас в Танахе. Они путеводная звезда до сих пор для верующих иудеев. Поэтому говорить надо всегда. Было написано буквально за, я думаю, час, не больше, эта статья. Потом я ее прочел своим домашним, жене, сыну и незамужней дочери тогда. И все сказали в один голос: так хорошо, но ты будь готов, что тебя выгонят вон из МГИМО. И никто вам не сказал: пап, не делай этого? Нет, никто не сказал. Но я сказал, что я к этому готов. Но я, говорю, знаю и другое. Что если я вот сейчас это не опубликую, я просто сопьюсь. Потому что я пойму, что моя жизнь прожита зря. Я сделал как? Я ее разослал примерно в 10 газет.
Мне звонит Максим Правдолюбов из «Ведомостей». Андрей Борисович, ну как, будем публиковать? Это, я понял, был момент истины. Я говорю, будем, Максим. А как вы будете публиковать? Ведь газета-то не выходит в воскресенье. Ну, мы, говорит, ее дадим пока в электронной форме. Я очень хорошо помню 1 марта, снег. Я с моим зятем, дочкой, детьми их 2 тогда вышел на бульвар. Горели фонари, значит, смеркалось небо еще такое, не до конца ушедшее в ночь. А у меня было такое чувство, знаете, что ни земли нет, и всемирного тяготения нет. У меня было удивительное чувство полета, которое у меня очень редко бывало. Это чувство правильно сделанного поступка. Ну, а потом началось все, что... А что потом началось? До понедельника статья висела в «Ведомостях». Нет, она долго висела. Мы открыли сайт «Ведомостей», я увидел, что вот этот счетчик, он крутится как сумасшедший. Счетчик просмотров. А в печатной версии вышла? Нет. А что было Правдолюбову за это? Не знаю. По-моему, ничего особенного ему тогда не было. Тогда еще было не то время, понимаете. Журналист мог себе такое позволить. Такое не мог позволить себе профессор МГИМО. Я, например, знаю, что на первом же заседании Государственной Думы после этого, на котором орал Жириновский, что да за такое раньше бы там вообще, и его гнать из МГИМО, он, как его терпит министр. Естественно, министр испугался, позвонил ректору, и весь процесс пошел, что называется. Хотя очень многие люди тогда даже официально меня поддержали, что в итоге пришлось пересмотреть. Сначала меня выгоняли за аморальный поступок. Да-да, формулировка была за аморальный поступок и увольнение было. Да. Потом увольнение признали незаконным. Да, потому что аморальный поступок – это, в общем, если я бы приставал к какой-нибудь студентке или к студенту, или там пьяный приходил бы на лекции, этот вариант был обрушен, и ректор, я помню, позвонил, говорит, Андрей, ну долго ты будешь вообще отсиживаться, приходи, поговорим. И говорит, что ты натворил? Ты же любишь империю, как ты можешь быть против Крыма? Я говорю, такую империю я не люблю. Анатолий, не надо заблуждаться. Ну что делать с тобой? Я вообще, говорит, моя жена готова тебя убить за то, что ты сделал с нашим университетом. Даже были более сильные выражения, я их опущу. Ну, в итоге мы с ним вместе. Говорю, знаешь, ну, ты сам загнал себя в идиотское положение. У меня истекает контракт 30 июня. Вы можете просто не продлевать контракт. И никакого скандала бы не было. Зачем вы начали все этот идиотизм за 4 месяца до конца контракта? Ну, в общем, в итоге, видимо, они там посоветовали. Подсказали вы ему. Да, он с Лавровым посоветовал. Все, в общем, в итоге они на этом варианте остановились. Я даже получил отступное, но не деньги. А дело в том, что в конце 2013 года меня просили сделать серию лекций по истории русской церкви. Я сделал эти лекции. И они закончились как раз в феврале, только последнюю лекцию я прочел в феврале 2014 года. И я говорю, слушай, теперь, значит, давай мне эти лекции в мое полное распоряжение. Ты все равно их не сможешь выставлять теперь, мое имя опорочено. Но я их хочу бесплатно выставить на своем сайте. Лекции записаны в университетской аудитории, в МГИМО, и он их мне отдал. Бали – это океан, развитая инфраструктура и сервис, а еще очень выгодный регион для инвестиций. Компания ДДА – это топовые эксперты в недвижимости на острове. В ДДА знают, где и, самое главное, когда нужно покупать. Прямо сейчас у них есть горящее предложение. Квартиры от $78 тысяч в рассрочку до 2 лет в новом комплексе у океана. Переходите по ссылке в описании и участвуйте в розыгрыше 10 поездок на Бали от компании ДДА. Обращение ко мне по имени-отчеству – это не единственное такое немного старомодное из того, что я здесь увидела. У вас здесь между книжек портреты Франца Иосифа. Вы что? Да, это не имперец? Я их ставил. Этот кабинет я делю с нашим проректором университета, профессором Иржи Хануш. Но когда мы с ним говорим, он немножко помнит русский язык, то он, конечно, Юрий Юрьевич. Для меня. Ну, естественно. Иржи – это Юрий? Иржи – это Юрий. Так же, как Ежи в польском. Это скандинавское гюрги. То есть, это варяжский корень. Конечно, это современный чешский профессор. Вообще, этот университет Брно, он, если угодно, кузница государственных кадров в Чехии. Потому что, скажем, премьер-министр – выпускник этого университета.
Министр образования был ректором этого университета. Поэтому это такой очень крупный центр политической элиты, вот как Оксфорд в Великобритании. В него может поступить любой человек, который имеет какие-то знания, выучиться на премьер-министра. И вот этот совершенно современный человек, который, конечно, там не бредит идеями империй, он как историк ценит прошлое. Понимает его не только негативный, но и положительный смысл. Для него Австрийская империя – это некий важный этап, причем положительный этап в развитии его народа, его страны, Чехии. И вот здесь, в Брно, даже флаг города Брно – это же почти австрийский флаг. Там только добавлена тоненькая белая полоса над верхней красной. Это была отдельная провинция империи. Но они себя понимают, мораване, отдельным таким вот квазигосударством. У них особый стиль. И это благодаря Австрийской империи. Повсюду от Триеста до Кракова едят штрудель и венский шницель, и пьют кофе по-венски. То есть одна культура еды, одна культура музыкальная. Это была такая, я бы сказал, изысканная империя. А почему фантомные, не боли, но радости чехов по поводу Австрийской империи вам импонируют, а фантомные боли Российской, Советской, скорее, империи вам неприятны? Я не могу сказать, что мне это импонирует. Понимаете, я это констатирую как факт. Я его тут вижу на каждом шагу. Хорошо, ну а Сталина же вы видите там в российских переходах? Я вижу здесь, в Чехии, симпатию к империи. Это не значит, что она должна быть восстановлена. Никто не думает, что завтра там призовут потомков Габсбургов, и они восстановят Австрийскую империю. Хотя потомки есть. Речь идет о другом. Это был этап жизни, в которой было достигнуто много хорошего. При Габсбургах Австрийская империя перешла от феодализма к централизованному государству. Ликвидировано было крепостное право, в конце XVIII века. Крестьяне получили землю. Потом, благодаря революциям 1948 года, но тоже при Габсбургах, парламенты, демократия. Да, были негативные моменты, но в истории всегда есть и то, и то. И, в общем, всегда суммируя прошлое, народ выносит некий вердикт, что лучше. И характерно, что последний император Австро-Венгерской тогда уже империи, это Карл I, племянник Франца Иосифа, он процарствовал всего с 16 по 18 год и умер молодым на Балеарских островах в изгнании со своей супругой Зитой. Его канонизировала церковь, он считается официально святым. А его вдову Зиту приглашали стать королевой Венгрии после 1945 года. Надеясь, что не будет никакой сталинской власти, а будет восстановлена нормальная Венгрия, и предполагали, что это будет королевство во главе с еще тогда совсем не старой Зитой. Но, конечно, Сталин никаких королей не позволил. Вот. Теперь, что касается нас. Вы знаете, я думаю, вот мое желание заниматься историей старой царской России и написать историю России XIX века – это желание вернуть нашим народам знание истории. Мы же не знаем истории нашего недавнего прошлого. То, что преподавалось в советской школе о дореволюционном времени, ужасно. То, что преподавалось после, может быть, не так ужасно, но все равно это скороговорка и во многом на старых советских стереотипах невольно построено, потому что те, кто писали эти учебники, они выученики советских университетов. А то, что писал до революции, это в основном писала левая, конечно, не коммунистическая, но левая профессура, начиная от Ключевского, это еще неплохо, и кончая Корниловым, что тоже, в общем, неплохо, но под определенным углом зрения. Социализм плюс национализм. То, что, кстати, близко очень нынешней власти в какой-то степени. И вот сейчас наступило время, когда уже можно взглянуть на прошлое более спокойно и объективно и рассказать о нем. И у меня нет однозначно негативного отношения к дореволюционной русской истории. Я вижу в ней хорошее и плохое, так же, как чехи видят хорошее и плохое в своей истории Австрийской империи. А к советскому совершенно другое отношение. По той простой причине... Ну, это и то империя. Механизм один и тот же. Понимаете, империя – это подавление желаний каких-то обществ, обычно считается национальных, ну, можно и территориальных считать, которые хотят жить независимо, а их заставляют жить в коллективе. Вот. Отсюда вот классический пример – это Римская империя. Да? Но постепенно в империях довольно большой слой людей вырабатывается, которым уже нравится жить вот в это. Их уже не надо принуждать. Наоборот, вспоминают с ностальгией
Собственно говоря, вся история новой Европы, вплоть до сегодняшнего дня, это, в общем, положительное воспоминание о Римской империи. Подождите, но ностальгия по империи – это отношение насильника и жертвы. Не совсем. Если, там, скажем, на протяжении веков какой-нибудь народ принижается, принуждается, истребляется, конечно, этот народ ненавидит империю. Классический пример – это воспоминания об империи среди иудеев. Вот в Израиле современном нет никакого положительного воспоминания Римской империи. Это империя, деспот, который тебя там завоевывал. А вот, скажем, в Греции, где тоже было очень кровавое завоевание, одно взятие Коринфа, Сулы чего стоит, со временем выработалось ощущение, что империя несет больше благ, чем минусов, как, собственно, и в Австро-Венгрии. А если, например, спросить современных венгров, то весь нарратив ресентимента на сегодняшний построен на том, как несправедливо с ними обошлась империя. Построен их ресентимент немножко сейчас на другом. На том, что Австрийская империя, после того, как она стала двуединой, была разделена на две части. Королевство Венгрии, другая была непосредственно Австрия. В королевство Венгрии вошло немало. Это была Хорватия, это была Словакия нынешняя, это была Скарпатская Украина, это была Трансильвания. Еще некоторое количество перемещенных чехов. Да, ну сама Чехия, Богемия и Моравия – это были непосредственно имперские провинции. Так же, как, кстати, и Буковина. Буковина через Галицию, польско-украинскую, она непосредственно входила в австрийскую часть империи. Чем это отличается от того, что делал Сталин? Ой, это хороший особый разговор. Поэтому у венгров ресентимент, это видно по их там картам, которые продаются на каждом углу, что нет больше этого венгерского королевства. С Хорватией, с Трансильванией, понимаете, со Словакией. А есть только маленькая Венгрия по Трианонским соглашениям, обрезанная со всех сторон. И этим пользуется Орбан. Все-таки в Венгрии ведь нету абсолютно авторитарной системы, там демократия. И он получает большинство голосов, потому что большинство венгров живут вот этим ресентиментом утраченного королевства. Хотя на самом деле там ни румынам, ни словакам совсем не хочется в венгерское королевство или венгерское государство обратно возвращаться. Империя – это вообще страшная штуковина. Мы начали с вами о Римской империи, и это отчасти, может быть, справедливо и для более позднего времени. Долгое время уровень жизни, комфорта, безопасности в Римской империи был недостижимым эталоном для Европы. Собственно говоря, все европейское дворянство средневековое, которое переехало и до сего времени существует как-то, оно же все возникло в результате распада Римской империи, когда уходили легионы. Ведь легионы уходили организованно, они же не просто исчезали. Рим уже не мог кормить армию в далеких провинциях, он приказывал легионам уходить, или он сформировал легионы, а варвары были на носу. И что делать было? Вот эти граждане этих городов, которые привыкли жить римской жизнью, они поняли, что их завтра завоюют варвары, и все, и конец, их раздерут на части. Поэтому они уговаривали этих солдат и офицеров не уезжать в Рим, где непонятно, что им будут платить, а они им будут там платить. И многие соглашались. И так возникали отряды для охраны этих городов. Потом они решили, что деньги, которые им платят граждане, надо у них брать в любом случае силы. Потом они решили, что они лучшая часть этого общества. У них же сила, у них оружие. И так возникло дворянство. Все дворянские титулы, например, дука, дюк, это же воинское звание. Дукато. Командир, полковник, скажем так, или генерал. И когда сейчас на самой маленькой 5-евровой бумажке рисуют римские мосты, это воспоминание, что наша жизнь пошла оттуда, той империи. И та империя достигнута и превышено ее благо намного выше в современной Европе. По сути говоря, современная Европа, Европейский Союз и все, что вокруг него под теми же системой охраны и всего, они стали наконец-то жить намного лучше, чем в Римской империи. Не только экономически, но и политически. Опять демократия, самоуправление. Но мирно и без империи. Евросоюз – добровольный союз народов. И то, что в нем там не очень хорошо, но всюду не все не очень хорошо. Но позитив, который достигнут после Второй мировой войны, уникален. И сохранить его – это будет чудо.
что мы 70 лет жили без войны, ну и до сих пор, собственно, внутри Европейского Союза живем без войны, а на пространствах вот не до уничтоженного коммунистического мира возникают то там страшные войны. Чем те империи прошлого, по-вашему, отличались и, очевидно, были лучше, как вы считаете, от империи Сталина? Ведь точно такое же насильственное соединение народов, ведь точно такое же идея наднационального и главенства страны, ведь точно такая же страсть к колонизаторству и насаждению своей культуры. Да, здесь два момента. Во-первых, мир проходит определенные периоды, и когда это происходит в рамках определенного периода, это не менее плохо, может быть, но это как бы обычно, это норма для того времени. В XIX веке все народы мира, развитые, были больны колониализмом. Возникала Британская империя, которая, кстати, владела четвертью земной суши. Российская была второй, она владела шестой частью, но немало от нее отличалась и французская. Не знаю, как империя, республика. Но с точки зрения именно нашего вопроса, это империя все равно. Испания, Португалия, Германия, Италия даже что-то успела схватить в самый последний момент. Япония схватила, что могла, но тоже заставили отдать. Это была такая болезнь, имперская болезнь, и она была соединена с одним отвратительным моментом, с которым, кстати, боролись культурные люди по всему миру. Это ощущение того, что народы, вот, которые захватывают колонизаторы, это народы низшего сорта. Они примитивные, они вообще, может быть, даже недочеловеки. Конечно, культурные люди говорили о величии не только индийцев, но и народов Африки. Но большинство им не верило. Вы знаете, какое даже в Соединенных Штатах было отношение к чернокожим. Ну, слушайте, мы все в детстве читали Киплинга, мы знаем, какое отношение англичан было к Индии. Абсолютно. Есть замечательный рассказ, один из моих любимых вообще рассказов. Рассказ называется «Майтрея». Это имя девушки. Написано не англичанином, а человеком со стороны, но участвовавшим, как говорят, в процессе. Это крупнейший религиовед Мирча Элиад. Он румын сам, и он значительную часть жизни, молодую часть жизни, он провел в Индии. И он оказался в доме одного культурного, образованного калькутского индийского судьи, влюбился в его дочку, естественно, у них начался роман со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Но в какой-то момент этот роман закончился полным скандалом. Молодой человек был выгнан, девушку отправили куда-то там на далекую дачу, потом она вышла замуж. Естественно, он был влюблен, он страшно переживал. Но характерный очень момент. Когда он оказался снова в университетской европейской среде Калькутты, окруженный европейскими молодыми, его друзьями-чиновниками, их английскими подружками, естественно, из колониального окружения, все говорили: как ты мог спать с этой грязной девкой? А говорит: да слушайте, говорит, ваши, говорит, женщины не могут быть ни девственницами, ни любовницами. Они вообще ничего не понимают. А индийские понимают. Вот такой ответ. Я говорю здесь о том, как воспринимали этот мир культурнейшей великой цивилизации вот те же культурные англичане в культурной Калькутте. До сих пор наш дорогой, в кавычках, Трамп не научился произносить имя Харрис. А имя-то оно не Камилла, оно же индийское имя Камала. От слова Кама – любовь, Кама-сутру все знают. Это значит страстное, примерно так можно перевести это имя на русский язык. Так Сталин. Да, отличие заключается в том, что большевики и Ленин, и Сталин, для них была задача завоевать для себя весь мир. Был герб Советского Союза, СССР, потом Советского Союза, серпом и молотом на земном шаре. Это было не стремление сделать людям лучше, не стремление людей освободить. Это было стремление людей поработить. Никакая империя не стремится людей освободить. Дело в том, что большевики говорили, естественно, как и все. Никто бы за ним не пошел, если говорили: ребята, мы вас всех отправим в концлагеря, отберем у вас все имущество, будете работать, чтобы не получить пулю в затылок. Ясно, что они говорили другое: земля крестьянам, фабрики рабочим, мир народам, хлеб голодным. Но в том части мира, которую они захватили, благодаря этим лозунгам, они не дали ни земли, все отобрали, коллективизация, ни фабрик, как говорится, за опоздание на 20 минут отправляли на 15 лет. Не, естественно, мира. Первая война у большевиков была с Украиной, потом с Финляндией. Так продолжалось до конца, до Афганистана. Естественно, народ голодал как никогда в России. Так что ничего не было дано. Это был полный обман. Для чего? Чтобы захватить власть самим. Большевики ни на минуту
не стремились сделать людей тем, чем они обещали их сделать. Счастливыми, свободными, самоуправляющимися. Ничего этого не было. Была диктатура, были репрессии страшные. Если угодно, это была квинтэссенция империи, где подчиняют свой собственный народ. Когда все народы подчиняют. Потому что жизнь русских была ничем не лучше, чем жизнь украинцев, казаков, финнов, кого угодно. Куда дотягивалась рука, советская рука, там всюду наступал кошмар. Это и была тотальная империя, когда ради удобной жизни, в конечном счете, одного человека или узкого группы лиц, всех остальных скручивали в бараний рог. И народы, и людей, всех кого угодно. Поэтому империя советская, в принципе, должна была быть ненавистна. Но что мы видим? Огромная популярность Сталина. Потому что, оказывается, раскрутиться из бараньего рога еще труднее, чем скрутиться в него. Вот это огромная проблема. И для того, чтобы раскрутиться, людям нужна как раз история, нужна правда, нужна нравственность, нужны примеры, в том числе и примеры, как такие, какие дает Евросоюз. Я имею в виду просто сожительство многих народов мирного и взаимовыгодного, которое, кстати, ненавистен Путину, это сожительство в Евросоюзе. Это все не случайно, потому что он чувствует, что это противно его духу. А Путин, он наследует и хочет восстановить империю дореволюционную. Он никогда не говорит про Ленина или империю сталинскую. Я думаю, что Путин о дореволюционной России ничего не знает. Он, как и все, как большинство из нас, очень плохо знает ту дореволюционную страну. И в нее, как и очень многие люди в Советском Союзе, перебрасывали понятие их жизни. Оказалось, там так же, как и было, как и у нас. Не случайно, что когда экранизировали Горького роман «Мать», то изменили финал. В романе, как вы помните, главного героя отправляют на каторгу. Это максимальное наказание в старой России. Но это чепуха в сталинское время. Поэтому в фильме его казнят. Потому что это нормально. Так. Когда в советское время думали о дореволюционном, то на него переносили советско-сталинские характеристики тоже этой империи тотальной власти и тотального эгоизма. Ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак. В старой России огромное количество людей действительно стремилось делать жизнь лучше. И народа, и всей страны, и отдельных наций, и народов. Но это был действительно сложный, многообразный процесс. Когда мы говорим о большевиках, вообще о хорошем говорить невозможно. Любое хорошее – это недостаточное знание наше. Когда мы узнаем что-то до конца, мы понимаем, что это хорошее на самом деле было очень плохим. Или то, что было очень нужно большевикам, и все равно было бы в России, даже если никаких большевиков бы в России бы и в помине бы не было. Например? Например, скажем, говорят, в Советском Союзе были построены какие-то заводы, на них строились корабли, танки, самолеты. Человек в космос полетел. Да, казалось, человек в космос полетел, но не сразу. Так я совершенно уверен, что, понимаете, судя по темпам развития русской промышленности, которая, кстати, уже строила новейшие корабли, морские военные корабли, тогда это было то же самое, что сейчас компьютерная техника. Построить огромный дредноут современный, со всеми этими турбинами паровыми новейшими, современной артиллерией. Они уже строились в Николаеве и в Петербурге на верфях, и часть из них уже вошла в строй. И самолеты, наши самолеты Илья Муромец дореволюционные, были одни из лучших в мире. И Казахстан великий и создатель и вертолета Сикорский, он же начинал работать в России. Поэтому все бы это было все равно. Полетели бы впервые в космос русские или полетели бы американцы. Я не знаю, конечно, это зависит от массы обстоятельств. Но то, что общий технический прогресс России был бы такой же, я думаю, намного больше, чем в советское время, это факт. Причем он был бы без шарашек, без лагерей, без уничтожения людей вообще. Это был бы мирный процесс, и в России парламентская демократия работала с 5 года. 17 октября был манифест 5 года, в 6 году были первые парламентские выборы. И это все было в русле всей Европы. Вся Европа шла этим путем. Россия отставала где-то на 30-40 лет. Это было нормальное отставание, понимаете. Хочу просто заметить такую вещь. Смотрите, в России крепостное право было отменено в 1961 году, причем крестьяне были освобождены с землей.
и с хорошим наделом земли. Вы считаете, с хорошим? Да-да-да. Крестьяне получили примерно 60% той земли, которая была вообще в земельном фонде. Задача заключалась в том, чтобы освободить крестьян, сделать их полноценными гражданами, чтобы они не были больше объектами чужого управления. Это было первое. И указ 19 февраля 1961 года объявлял не сразу и полностью, что крестьяне свободные граждане. Второе, надо было им дать средства существования. И документы. И документы. Земля была дана крестьянам по такой схеме. То, что чем они владели, как говорится, вот их приусадебный участок и дом, все это передавалось им безвозмездно. Земля, которая была в сельскохозяйственном пользовании, это пахотные земли, это сенокосы, леса, они делились между помещиком и крестьянами. В определенной пропорции для каждого уезда крестьянам давалась довольно большая часть. Ее надо было выкупать. Но у крестьян денег не было. И поэтому за них помещикам заплатило государство. Государство эту сумму выдало помещику, естественно, тоже не звонкой монетой, а ценными бумагами. Крестьяне, если они были богатые, они могли выкупить землю сами немедленно по довольно низким ценам и ничего, естественно, никому не давать. Такие были, но таких было немного. Большинство крестьян должно было давать выкупные платежи. И в итоге государство несколько раз прощало так называемые недоимки и в конце концов в 1906 году полностью прекратило все выкупные операции, передав всю землю, которую уже получили крестьяне, по факту в их частную собственность, частную, я подчеркиваю, собственность, без дальнейших выплат. На этом государство лишилось, по-моему, 1 миллиарда 600 миллионов золотых рублей. Но оно пошло на это при Столыпине ради того, чтобы крестьяне обрели полную свободу, как граждане с хорошими наделами земли. Здесь наделы земли были больше намного, чем владели в среднем крестьяне в любой стране Европы, кроме Северной Швеции. Другое дело, что русские крестьяне не умели так интенсивно эксплуатировать землю, но этому надо было учиться, и земства этому учили. Были целые земские школы и земские центры агрообработки, где рекомендовали крестьянам новые виды пшеницы, капусты, всего чего угодно. То есть дело шло в хорошем, правильном направлении, шло семимильными шагами. И, безусловно, это все бы имело большой результат, но большевики обманули людей, обещали и не дали. И первое, что они сделали, это они уничтожили земство. Еще раньше они отобрали права собственности на землю у крестьян на следующий день после захвата Зимнего дворца. Это была принципиальная позиция Ленина. Никакой частной собственности крестьянам не давать. Это закон о социализации земли. Это был еще один обман. Крестьяне не поняли, что им дают землю помещиков, но не как собственность, а как временное владение, право пользования. Потом в 1929-1931 году во время коллективизации все права пользования отобрали, и крестьяне остались с шишом. Какую империю хочет восстановить все-таки Путин? Ту дореволюционную или сталинскую? Ну, конечно, советскую. Потому что Советская империя – это империя построена... Советская в смысле сталинская? Ну, как сталинская, но она... Почему сказать а ленинская? Что было? Чем она была лучше? Она была короче. Ну, слушай, это не разговор. Каждый год при Ленине погибало или умирало от голода 1 600 000 человек. Каждый год при Сталине 1 миллион. Ленинская империя была более кровавой, чем сталинская. Только она была короче. Красный террор – это, как известно, начало сентября 1818 года. Война, как я уже говорил, с Украиной, с Финляндией, потом польская война 2020 года. Захват Закавказья. 20-21 год. В 2021 году было захвачено последнее независимое государство Кавказья, Грузия, по прямому распоряжению Ленина. Захват Средней Азии. То же самое. Ликвидация Хорезма, Хивы и Бухары и насильственное присоединение этих государств, протекторатов России, формально независимых, в советское целое, захват Монголии. Это все было при Ленине. Это сопровождалось невероятной кровью. Они говорят о том, что отъятие всего имущества всех людей старой России
земли, домов, ценностей, того, что в банковских ячейках хранилось. Все это произошло при Ленине. По прямому приказу Ленина и группы большевиков вместе с ним, там Троцкий, Каменев, Зиновьев. Ну, считал же, что все эти люди такие бессеребренники, им для себя ничего не надо. Это от того, что люди плохо знают историю. Конечно, в советское время рассказывали, как там Цюрюпа, министр нарком продовольствия, падал в обморок от голода, а Ленин на новый, по-моему, 19-й год из манной крупы сделал какой-то пирог с крупской, и это был единственный их рад. Все это абсолютная ложь. Я это знаю из документов кремлевских архивов, которые исследовал мой коллега, профессор Александр Данилов. Дело в том, что в 2020 году из-за страшного лихаимства в высшем кремлевском эшелоне, в который включало и Ленина, и Сталина, началась внутренняя проверка. Подождите, лихаимство – это вы так аккуратно говорите взяточничество? Какое взяточничество? Это было просто присвоение собственности огромной страны, приватизация, скажем. Ну, такой дворец в Геленджике, только Да. Только, Горький, Ленинский, скажем, роскошный дворец, который одного из московских миллиардеров, который взял себе Ленин и жил в нем. Также поступили все остальные. Там, скажем, вот эти данные говорят о том, кто сколько катался на экспроприированных автомобилях. По-моему, даже у ваших предков какой-то автомобиль. У нас забрали автомобиль, 1913 года выпуска. Вот, самый новенький, можно сказать. Да. По тем на нем временам. катался Луначарский. Вот, Луначарский. Луначарский, между прочим, отличался тем, что он больше всех катался на автомобилях. Вот из всей головки большевиков на втором месте был Ленин. Но Ленин, скажем, вот у нас есть меню. Он выписывал себе домой на месяц. В том числе это 2 килограмма черной икры. Что с ним делал Ленин? По-моему, можно было печень подсадить. Скромнее других жил Сталин. Он выписывал себе меньше еды на двоих. Тоже там и баранинка, и перчик, там все было. Не голодал никто. Я это говорю не ради того, чтобы классовую ненависть у кого-то породить. Все это дела давно минувших дней. Вы же помните, что большевики запретили торговлю вообще. То есть люди не могли продать ничего, ни одной икринки на рынке. За это их тут же сажали, а то и расстреливали. Саботажники, спекулянты. Так и ЧК было создано ради подавления этого всего. Но можно было делать другое, можно было отбирать. Вот большевики отобрали всю собственность и отбирали силой все плоды труда у всех людей России. В России начался страшный голод, потому что все, что люди производили, у них большевики отбирали. При этом, понятно, так черную икру так не отберешь. Поэтому были отдельные хозяйства, которые должны были кормить, поить руководство большевиков. Они уже работали по-новому, за хорошие деньги, там выращивали то, что надо, ловили то, что надо, вялили балыки, какие надо, и все это отправляли кому надо. Все остальное сначала отбирали у крестьян силой, а потом, естественно, крестьян коллективизировали, и их труд тоже стал уже общественным достоянием. Ах, это философский факультет. Faculty of Arts или философский факультет, да. Где вы теперь работаете профессором, читаете лекции. С этим университетом меня соединяет старая судьба. Когда вот как раз меня выгоняли из МГИМО, я получил письмо от совершенно незнакомого мне человека с предложением, коль меня выгоняет МГИМО, переехать к ним и работать у них профессором. Этот человек сейчас министр просвещения Чешской Республики. Это Миколаш Бек. И все эти годы он оставался моим другом. Но я, естественно, отказался, потому что я хотел продолжать работать в России. На мои лекции, которые организовала «Новая газета», ходило очень много людей. Еще больше их слушал, естественно, удаленно. Я чувствовал, что я продолжаю работать с русской аудиторией. Конечно, большинство молодежи не ходило на эти лекции сначала, а потом стала ходить молодежь. Тогда-то их приказали закрыть. И где-то с июня 2017 года вот эти лекции прекратились. Но я нашел другие аудитории, читал лекции по русской истории. До последнего я пытался учить людей в России. И я отказывался от предложений приехать сюда, но когда после начала Большой войны в 1922 году уже ясно стало, что все запрещено, и за шаг вправо, шаг влево тебя могут посадить, я стал замечать ужасную вещь, что я начинаю сам себя цензурировать, чтобы не сесть. Это когда-то было у всех нас при советской власти, и я с отвращением вспоминал это время и поклялся, что я никогда больше так делать не буду. И тут я увидел, что я это делаю, тогда я понял, что надо уезжать. Мой отъезд был 29 сентября 1922 года.
на машине через финскую границу. С сыном, который был за рулем, с женой и котом. Я встречался опять с Беком, и он настаивал, чтобы я уехал. Я соглашался все больше и больше. 18 февраля 23 года меня объявили иностранным агентом. Ну, все дальше более-менее обычно и банально. В табеле о рангах академической, вот МГИМО здесь, Сейчас а Брно я скажу. где? Это университет. Ну, вообще он вот по общей мировой табели о рангах стоит выше МГИМО. Это теперь по многим параметрам первый университет Чешской Республики, а по другим он второй после Карлова университета. Здесь мне не изменяет память, одновременно учатся 22 тысячи студентов. У меня открытый курс. На него может записаться любой студент университета. Здесь так принято, что любой человек с улицы, если хочет, может прийти слушать. Я здесь с самого начала как специалист по русской истории. Дело в том, что еще в 2010 году чехи перевели на чешский язык и издали мою историю России 20 века. Поэтому чешскому обществу она хорошо известна. Так что здесь и меня знают, и, естественно, по русской истории есть пособие профессора на их родном языке, что это очень важно для преподавания. А на каком языке вы читаете? На английском. Конечно, читать на чужом языке всегда тяжелее. Вроде бы понимаю, даже у меня здесь вышла книга на английском. Она называется «Русская катастрофа 20 века», и есть ли возможности для ее преодоления. Есть? Вот, конечно, есть. А если бы не было, я бы не работал бы ничего, я бы утопился бы, наверное. Зачем тогда жить, если нет? Насколько справедливы замечания о том, что все нынешние проблемы распада Советской империи, которые выражены в войнах, в замерших конфликтах, или в длящихся, или в тлеющих, или в таких полыхающих, как вторжение России в Украину, что все эти конфликты были миной замедленного действия, заложенной Сталиным, который был при Ленине министром по делам национальностей, и который делил таким образом земли, который проводил вот так границу между Россией и Украиной, вот так между Арменией и Азербайджаном, и вот так вот между среднеазиатскими республиками. Екатерина Владимировна, оставьте, как говорится, только одного Сталина. Не надо оставлять одного Сталина. Ленин в этом смысле был гениальным человеком, но он был гениальным подлецом. У Ленина есть еще работа, когда Сталин только занимался бандитской экспроприацией банков в 1913 году. У него есть работа о национальном самоопределении. И там уже Ленин провозглашает новую концепцию. Право нации на самоопределение вплоть до полного отделения. Именно территориальное самоопределение народов. В России, как и во всех странах мира, это уже было очевидно, что это невозможная вещь, потому что все народы перемешанно живут. В том же Закавказье, как вот на Балканах, там этническое чересполочится. Как провести границы между армянами и азербайджанцами? А Ленин говорит, а это еще лучше так. Он объясняет, что экономическое развитие все больше и больше будет перемешивать нации, и поэтому эти национальные границы будут все более и более условными. Они ровным счетом ничего не будут значить. В границах каждого национального образования будут жить люди многих национальностей, жениться друг на друге и так далее, и так далее. Поэтому мы провозглашаем право нации на самоопределение вплоть до отделения, но никто не будет отделяться и самоопределяться, потому что это технически невозможно. Собственно, эта концепция, ленинская концепция, она воплотилась в структуре реальной власти в Советском Союзе. А реальная власть в Советском Союзе – это коммунистическая партия. В коммунистической партии была только вертикаль. Там не было автономных украинской коммунистической партии, там, грузинской коммунистической партии. А русской вообще не было, как известно. В Российской Федерации своей коммунистической партии вообще не было. То есть, физически они чертили границы от дурака просто или был какой-то замысел? Не, не совсем от дурака. Естественно, масса этнографов... Когда Самарканд внезапно становится узбекским, да, к этому есть вопросы. Этнографов. Ну, вообще, со Средней Азией это еще особый разговор. Там же эти нации во многом выдуманы. Все это было искусственно сделано. Отсюда и войны там до сих пор. Но по-другому было бы невозможно сделать. Надо было тогда вообще исходить из другого принципа. И вот российская имперская администрация, она исходила как раз из другого принципа, что губернии, они не национальны, а нации, они самоуправляются сами.
То есть, там, скажем, неважно, где живет армянин. В Баку, в Ереване, в Тбилиси, или там в Карабахе, или в Москве, или в Петербурге. Важно, что он сам себя считает армянином, они могут создавать любой армянский национальный совет и заниматься вопросами своей культуры, языка, школ, там, чего угодно. К этому надо было добавить еще, что у них будет и типа что-то выборов и внутреннего самоуправления у каждого народа, уже демократического. Этого не было сделано в Российской империи. И вот то самое, что хотели здесь, в Австро-Венгрии, сделать, и чтобы не привело к ее развалу. Потому что провести национальные границы невозможно. Это всегда насилие. Люди начинают бежать, ну, скажем, здесь Чешская республика, а до Второй мировой войны в том же городе Брно 20% было евреев, 40 чехов, 40 немцев. И здесь была культурная автономия для евреев и для немцев полная. Когда немцы, нацисты, захватили Чехословакию, то они, естественно, устроили то, что они устроили по всему миру, Холокост. И эти 20% евреев были большей частью, если люди не успели уехать, уничтожены, погибли. Когда вернулись чехи, они решили отомстить немцам, которые в основном были за Гитлера. И выгнали всех немцев из этого Брно. И вот до сих пор в соседней Австрии стоит памятник жертвам этого изгнания. Другие немцы хитро приспособились. Мы здесь встретим массу немецких фамилий. Какой-нибудь там Вагнер, но он обязательно будет Мирослав, Любомир и так далее. То есть, те, кто могли, каким-то образом объявили себя чехами, фамилию изменить не могли, а имя, естественно, брали славянское. Но это, естественно, очень страшное, болезненное решение проблем. Поэтому сама по себе национальная граница – это безумие, совершенно невозможная вещь. Сталин, конечно, проводил границы, и Ленин проводил границы с целью, чтобы никаких границ не было вообще, чтобы вся территория равно подчинялась им. Все эти границы – это чистая условность. А когда распался Советский Союз, понятно, эти границы стали безусловными. И это было бы не страшно, если бы, как в Евросоюзе, они были бы безусловны, но проницаемы. И, как говорится, живешь ты немец в Австрии, живешь ты в Германии или во Франции, у тебя одни и те же права. Вы справедливо заметили, что все евросоюзные бескровные границы и прозрачные политы кровью настолько, что… Абсолютно. Так из-за этого они и стали такими. Потому что опыт… Но мы помним, что Россия отстает. Опыт трагедии заставляет сейчас не ликвидировать Францию и Германию, а ликвидировать те причины трагедии, которые были до этого. Также и в России, в Украине и всюду речь идет не об ликвидации государств, что невозможно, потому что куда деть украинский народ, русский народ. У кого какая речь идет? У Путина речь про другое идет. Путин безумец, к сожалению, так же, как и Гитлер, как корыстный безумец, так же, как и Сталин в своем роде. Он думает манипулировать народами. А на самом деле это высшая ценность – это человек. И если он себя считает принадлежащим к определенному народу, это тоже высшая ценность. Мы никто не имеем права его заставлять быть не тем, кем он себя считает. Понимаете? Если ты считаешь себя украинцем, ты украинец. Если ты считаешь себя кетом енисейским, ты енисейский кет. Чем больше живет разных народов, разных культур, разных языков, тем более богата страна. Но безумцы всегда пытаются все унифицировать и в итоге погубить все совсем. В академической среде России, в общем, практически единогласная поддержка Путина, по крайней мере, внешне. Вы знаете этих людей, вы с ними много провели времени. Они его поддерживают, потому что им страшно потерять свои зарплаты, или они его действительно поддерживают, потому что они верят в то, что это правое дело? Значит, Катерина Владимировна, во-первых, не 100%. Много моих коллег, крупных, по-настоящему крупных ученых, руководителей целых направлений, они в ужасе от того, что происходит. Они совершенно не поддерживают эту войну и всеми правдами и неправдами выбирают научные темы, исследования, которые обходят все это стороной и косвенно помогают понять безумие всего этого. Советский человек умеет такие вещи делать, понимаете. Другие, причем в основном это даже не настоящие ученые, исследователи, а это скорее политиканы от ученых, те, которые хотят сделать свою карьеру не столько на валидных исследованиях, сколько на том, чтобы они были признаны и приголублены властью. Таких всегда много во всех странах, которые смотрят, куда ветер дует. И вот эти люди, да, действительно, они на словах поют осанну Путину и войне, но только на словах. Все эти люди, конечно, не идиоты, они все-таки достаточно образованные, культурные люди, знающие исторический прецедент, они понимают, что Россия затаскивается
просто в ад. И поэтому они, делая привычное дело, то есть свою карьеру путем аплодисментов власти, они на самом деле очень боятся. И дома за рюмкой водки женам, детям и друзьям, которые не выдадут, говорят, что какой ужас, до чего мы дошли. Откуда вы знаете? Знаю. У меня же контактов очень много с Россией. Некоторые из них вначале были за Путина и думали, вот если бы Путин за месяц победил бы, они бы его поддержали бы искренне. Но уже сейчас всем ясно, куда все пришло, умным людям. И поэтому все в этом смысле одинаково негативно относятся к этой войне. А кто-то больше, кто-то меньше, но негативно. А, конечно, все эти пропагандисты, одураченный ими простой народ, многие еще до сих пор надеются на что-то. Самый большой дефицит – это дефицит хотя бы какой-то приблизительно понятной картины будущего. Но если выражаться вашими терминами, и аннексия Крыма была аншлюсом 1938 года, то какой год сейчас? Я бы сказал так, поп-история, она занимается нумерологией. То есть считает, что вот если был тогда аншлюс, и 1938 год – это 14, через год началась Вторая мировая война, через 3 года началась война с Советским Союзом. Значит, и тут ничего подобного. Все, конечно, будет совершенно иначе. И вообще все пошло иначе. Но вектор вы тогда поняли правильно. Да, понял правильно. Путин надеялся, конечно, тоже, что он не кончит как Гитлер. Это понятно. У Путина был совершенно другой план. И этот план мне, в общем-то, известен. Люди из окружения его мне кое-что рассказывали, но, естественно, без деталей. Но план был какой? Большинство населения Украины приветствует Путина. И ввод войск. Украина, или хотя бы ее большая часть, включается, не в состав России, но становится, как Белоруссия, союзным государством. Все правые силы в Европе тогда рукоплещут Путину, а они уже рукоплескали. Я сам был на Валдайской встрече 2013 года, сентябрьской, когда вся вот эта правая часть Европы, и Мари Ле Пен, и все другие присутствовали, в общем, пели Путину осанну. Он был лидером вот этой антиевропейской, евроскептической, правой националистической части Европы. Она довольно сильна. И Путин мечтал быть ее лидером и мечтал стать вождем мира через легкую победу над Украиной. Вот он мечтал о мировом величии, как все эти идиоты. Для него даже восстановление Советского Союза было далеко не предельной целью. Предельная цель была, чтобы в западном полушарии тот же Трамп, и все про путинские силы в Америке. И вот так вот он самый лучший, самый главный. Насколько это абсурд, не знаю, но, слава богу, этого не получилось. И на Украине он сломал себе зубы, это очевидно. Такого нельзя было предсказать. Россия во столько раз сильнее Украины. В Украине была настолько сильна пятая колонна, что по всем расчетам Путин в этом смысле был прав, и ФСБ было право. Украина должна была пасть, а она не пала. Вот это удивительная вещь, которая показывает, что все наши анализы, они не настолько верны. Мы не учитываем, и не можем учесть некий вот этот ирреальный фактор. Украинцы решили защищаться. Они решили бороться за свою независимость, которую они не знали. Украина не то, что скажем, даже Латвия или Эстония, которые были 20 лет независимыми странами между войнами. У них не было опыта независимой жизни. Они жили в Советском Союзе. Но тут они решили бороться. И победили. Путинский план полностью развалился. Полностью. Он, если бы знал, что так будет через 2,5 года, как сейчас, он бы никогда, если он, конечно, не полный безумец, он никогда бы не решился напасть на Украину. Он думал иначе, а вышло-то вот так вот. Не по него. У вас 8 внуков, часть из которых вы с 22-го так и не видели вживую. Да. Они в России. Две младшие внучки от дочки, которая живет в России, мы их только видели, естественно, удаленно, как сейчас любят говорить. Вот это обгрызанное личное счастье. О, да. Оно стоит принципиальной позиции? Катерина Владимировна, я воспитан отцом своим так, что все можно перенести в жертву принципиальной общественной позиции. Ради Отечества и его блага можно перенести в жертву все. Даже собственную жизнь. Это высокие слова, но коль вы так поставили вопрос, я вам так и ответил. Да, это тяжело, но если ты хоть в чем-то дашь слабину, этот режим тебя сломает полностью. А как ваш отец уживался с этим режимом? Сложно.
Ну, он военный человек. Контр-адмирал. Низшее адмиральское звание. Да, 1 звезда. Он 12-го года рождения. Он, кстати, родился в день гибели «Титаника». Для кораблестроителя это интересное совпадение. Обалдеть. 18 апреля 12 года. Он, как и многие люди того поколения, те, кто остались в России, они увлеклись этим строем. Они подумали, что он действительно дает очень много нового. И он был увлечен. Но в какой-то момент, конечно, он стал все видеть, все понимать. А в какой момент? Мне трудно сказать, потому что, понятно, в то время меня еще в живых, как говорится, не было. Я родился в 1952 году. Значит, соответственно, я бы мог воспринимать отца только уже в хрущевское, понятно, время. Да? Тогда уже он, безусловно, был человеком, понимавшим всю преступность коммунистической системы. Я вам скажу такие удивительные вещи. Мне было лет 12, да, там был 64-й год. Он мне давал читать книги по строительству Британской империи. Причем не по завоеваниям, а по тому, как там в британских колониях устраивается парламентская система, как осуществляются выборы. Это очень интересно. На самом деле это во многом легло потом в мою докторскую диссертацию. Отец мне говорит, вот смотри, коммунисты уйдут, а страна останется. Он такое говорил? О, да, конечно, он делал этот военно-морской флот, он же возглавлял все военно-морское надводное кораблестроение в Советском Союзе. То есть по его подчинению было там 1,5 десятка заводов от Владивостока до Николаева и около 20 конструкторских бюро по всему, опять же, Советскому Союзу. И он говорит, что коммунисты уйдут, а Россия останется. Ей нужен будет флот. Я строю флот для будущей России. Вот его была такая установка. Правильная, неправильная, другое. Но я был подготовлен уже всем его воспитанием и старшим братом, которого он воспитывал раньше меня, я был уже подготовлен к тому, что коммунисты уйдут, а Россия останется. И надо эту Россию сделать гармоничной с демократической страной. Страной, где всем народам одинаково хорошо. Поэтому, говорит, изучай Британскую империю. Они много сделали в этом направлении. Изучай Соединенные Штаты. Они создали союз 50 государств, которые самая эффективная и мощная страна в мире, которая держится не на силе, а на взаимном интересе. Эти все вещи привиты моим отцом мне. И я, пусть и очень сильно там многое пересмотрев, я продолжал мыслить в этом направлении. Именно поэтому в 1988 году я и двое моих друзей, когда уже ясно было, что для нас, для политологов, было ясно, что Советский Союз погибает, что он умрет очень скоро. Сохранять его не было... Нет, именно как Советский Союз, его сохранять было... Ну, потому что умирала коммунистическая идеология. Нет, как союз, как империю сохранять. Да, его. а вопрос был в том, что сохранить государство. Называйте его империей, но как раз мы его хотели перестать, чтобы он перестал быть империей. Была такая возможность, реально? Мы были в этом уверены. Это были два моих друга, уже покойный Алексей Михайлович Салмин, который был потом советником у Ельцина, и мой латышский друг, который, слава богу, еще жив, Клеон Леонович Тайманс, профессор Латвийского университета. Вот мы втроем работали над этой моделью. Она именно заключалась в том, чтобы Советский Союз превратить в нечто наподобие Соединенных Штатов Америки, где каждый штат, ну, то есть область или республика, маленькая, без областного деления, а где областное деление, там каждая область, она будет самоуправляющимся государством. Со своим языком, со своей культурой, со своим парламентом. Часть функций будет передана единому центру, что выгодно всем, потому что вооруженные силы, естественно, каждый не может сам или международные дела иметь. Это было вполне возможно при том уровне национального сцепления, который тогда реально был. Большинство людей же не считали даже себя русскими. Мы советские люди, говорили. Ну, большинство людей и на референдуме проголосовали абсолютно. за сохранение это Советского Союза. Причем очень характерно, кто проголосовал против. Это те части, которые были инкорпорированы в Советский Союз, но никогда не были Российской империей. Ну, скажем, Западная Украина, Галиция. Они же были присоединены только в 1939 году. До этого была Австрийская империя. Буковина. Страны Балтии не голосовали. Страны Балтии вообще не голосовали, поэтому мы ничего сказать не можем. А вот, кстати, Закарпатская Украина, Закарпатская область, она проголосовала «за», потому что карпатороссы как раз не понимали, что в Советском Союзе они могут добиться в эпоху перестройки автономного статуса от Украины, а в Украине не добьются. Такой вопрос немножко детский, и, может быть, простой. Кто в тогдашней власти, в Советском Союзе, в России, был самым главным противником оставления
единого государства? Мне трудно так сказать. Я знаю, что Андрей Дмитриевич Сахаров, с вами был хорошо знаком, он всегда был уверен в том, что Советский Союз должен распасться. Я ни с кем не сталкивался во власти, кто бы хотел распада страны. Понимаете, вот история этой записки, она в этом смысле характерна. Мы ее сделали очень фундированно, как молодые ученые, с массой цифр, расчетов, графиков и таблиц, и подали по личным каналам Горбачеву. Горбачев тогда встречаться с нами не захотел, но свой ответ он поручил озвучить такого его помощника по фамилии Оников. Я пришел к Оникову на Старую площадь, и он говорит, что да, Андрей Борисович, мы прочли, все это интересно, но, слушайте, это неосуществимо. Мы решили идти другим путем. Он повторил эту формулу Горбачева. Сильный центр, сильные республики. Я говорю, дорогой мой, в политической науке это невозможно. Это значит живой и мертвый человек одновременно. Или мы делаем сильным центром, тогда республики обязательно будут слабые, или мы делаем сильные республики, тогда центр будет слабый. Надо обязательно продумать систему противовесов. Это сложная политическая наука. Фразы это сказать нельзя. Как вы захотели, все развалится через год. Так оно и произошло. Все и развалилось через 1,5 года. Те же примерно даты вы говорили и выступали публично с необходимостью запрета деятельности КГБ и иллюстрации. Да. Вы один из таких ярких сторонников люстрации. Естественно. Это была та самая бандитская организация, КГБ, ее военная организация этой бандитской власти, которая, подавляя народ, владела страной. Поэтому, конечно, если мы хотим освободить народ, мы должны его освободить от политической власти этих людей. Это все равно, что думать о денацификации Германии, но разрешить руководителям нацистской партии и гестапо оставаться на руководящих постах новой Германии. Понятно, что никакой новой Германии не будет, а будет некий инвариант старой нацистской Германии, что, собственно, у нас и в России произошло. Когда вам стало понятно, что все эти реформы 90-х и вся эта демократическая эйфория ни в коем мере не победило КГБ, а оно просто чуть-чуть ушло в тень, чтобы потом набрать сил и выступить с новой мощью? Эта дата мне известна. Многие умные люди поняли это раньше, но я это с полным очевидностью увидел осенью 2007 года, когда начались разговоры о преемнике, что Путина будет заменять Медведев. Я понял, что никто свободно никого выбирать не хочет, что все захвачено КГБ, что они будут назначать преемников и все прочее. Там же искали, помните, сначала были другие люди, там этого генерала КГБ Иванова прочили, и потом он оказался слишком самостоятельным, Путин его испугался. Но в итоге остановились на абсолютно бесцветном, я бы сказал, ничтожном человеке. И чтобы он победил, фальсифицировали парламентские выборы декабря 2007 года, тогда мне это стало абсолютно ясно. И все эти разговоры моих коллег, что Медведев, он либерал, он лучше, он компьютером разбирает. Я говорю, ребят, кстати, глупости говорить. Всем управляет все равно Путин, как и управлял, и будет управлять. И речь идет о том, что или мы сейчас, напрягшись, все же попытаемся провести системную декоммунизацию, еще, может быть, она получится. Куда входит иллюстрация. То есть в 2007 году еще можно было? Да, можно было. Я даже в 2016 об этом говорил, но уже понимал, что это нереально, но надо было хотя бы об этом сказать. Еще была открытая трибуна. Я еще мог говорить по Первому каналу телевидения, как кандидат на выборах. Я мог еще участвовать в дебатах, и я об этом говорил. Скучаете по МГИМО? Скучаю по студентам, по некоторым преподавателям. Скучаю вообще по русской студенческой аудитории. Я хочу учить русских студентов. Да, я уже стал старый человек, и по европейским стандартам, если бы ко мне не были бы снисходительны в Чехии, я бы уже не мог бы читать лекции. Хотя у каждого свое, я могу еще, надеюсь, читать. Но в любом случае я очень скучаю по русским студентам. Я вспоминаю, как мы с ними после лекций собирались, пили чай, беседовали у нас на кафедре. Это было целое сообщество, из него выросли десятки замечательных уже людей, между 30 и 40 им сейчас создали семьи, многие из них стали христианами. Но самое главное, они остались честными гражданами. И, к сожалению, большинство из них сейчас были вынуждены покинуть Россию. Тогда, в отличие от вас, в 2014 году эти люди, которые сейчас... Кто-то уехал, кто-то просто страдает. Они же вас не услышали. И для большинства... Вы имеете в виду мои студенты? Мои студенты услышали. Была забастовка студенческая.
Они пикетировали и внутри, и снаружи университета. Даже те, кто уже... Я же там преподавал с 2001 года. Значит, те, кто уже давно закончили, работали, были благополучными какими-то там бизнесменами, менеджерами. Понятно, чиновники МИДа не решились на это. Они устроили демонстрацию. Вот бывшие мои студенты. Была демонстрация с плакатами около МГИМО. Была встреча с ректором. В общем, были такие громкие, шумные Это они дни. в вашу защиту Да. выступали. А я говорю сейчас про аннексию Крыма, что для большинства страны, в которой тоже живут ваши студенты, аннексия Крыма не была ни Рубиконом, ни трагическим Ничего. событием, ни красной чертой. Более того, я вам скажу, что один из очень близких мне молодых людей, как раз когда праздновали эту защиту Васи Рулинского, ко мне подошел и сказал: ну, Андрей Борисович, ну, признайтесь, ну, вам же приятно все-таки, что Крым теперь будет русским. Я говорю: нет, совершенно неприятно. Я прекрасно знаю последствия всего этого. В этой ситуации аннексия приведет к катастрофе. И тогда этот человек, видимо, пожал плечами, но теперь-то он с нами, и тоже за границей, и все понимает. И он как раз был один из тех, кто написал в 22 году: Зубов все предугадал. Почему тогда это не чувствовалось? 24 февраля. А тогда вообще не представляли, что может быть война. Тогда люди жили в расслабленном таком мире, хотя странно, да? До этого всюду там воевали, тут воевали. Я имею в виду, Россия уже успела в Грузии отличиться. Но все равно как-то люди думали, что это невозможно. Мы живем мы вступили в новую эпоху, в эпоху света, мира. Ну, а чей Крым? Ну, отжали Крым. Ну, и хорошо, видите, бескровно все получилось. И сами украинцы не возражали. Ну, отлично. Вот. Тоже это империалистическая мысль, и, кроме того, удивительная детскость. Слушайте, ведь задолго до Крыма, еще при Ельцине, я не уставал говорить, что если мы не проведем в России системную декоммунизацию, подобную той, что была в Чехии, была в Польше, была в Эстонии, в Латвии. Если КГБ останется КГБ, если бывшие партийные начальники будут продолжать управлять страной, то все в итоге кончится реставрацией. Если корни не выкорчеваны, то они прорастут. Потому что все, что другое, там либеральные идеи, там воспоминания старой России, представления о каких-то европейских современных ценностях, все это в России почти никого не затронуло. А советское, прямо в плоть и в кровь вошло всех нас. И если мы это сознательно не выкорчиваем, не заменим на нормальные вещи, проведем реституцию прав собственности, проведем иллюстрацию людей, которые работали вот в этой тоталитарной системе, в ЦК, в ЛКСМ, в КГБ, то тогда все эти люди вернутся. Вы говорите, что не надо устраивать охоту на ведьм, но еще хуже, если ведьмы опять захватят власть. И вот это произойдет. Никто это не слышал. Надо мной смеялись. Вы там в МГИМО говорили? Не только в МГИМО. Тогда было другое время, тогда это можно было говорить. Меня приглашали на эти, заседания Совета по внешней оборонной политике, вот только Караганов вел. Что там я встречался с министрами, встречался с какими-то крупными государственными чиновниками, там, самых высоких кремлевских рангов. Мы это говорили во всеуслышание, это наши общие идеи. И того, и меня, и того. Говорит: да, говорит, ребята, да, вы так теоретически, да, это правильно, но ведь этого же никогда не будет. Все это ушло, все эти коммунизм давно в прошлом, все эти Сталины, Ленины, все это никому сейчас не важно. Сейчас все обогащают, все хорошо живут, и это самое главное. Я говорю: ребята, это не самое главное. Это быстро кончится у вас, потому что тоталитарный режим не ушел. Те же самые люди, которые действительно занимали немалые посты в КГБ, даже были генералами, те же самые люди, которые занимали в партии коммунистической, тоталитарной, в коммунистической промышленности, госплана, они все управляют страной. Они только и ждут способ, как все это восстановить свое. А после 2000 года, когда Путин сразу же, еще будучи премьером, приказал повесить доску Андропова на Лубянке, а потом, через год после того, как стал президентом, восстановил советский гимн, мне это стало уже просто то, о чем я говорил, вот оно и происходит. Никто не верит, никто. А почему тогда не уехали? А зачем не уезжать? Я боролся. Я считаю, что свою страну, пока есть какая-то возможность для борьбы, оставлять нельзя, надо бороться.
В 2016 году в вашей жизни происходит, вот для меня самый странный, наверное, эпизод. Вы вступаете в партию «Парнас», глава которой Михаил Касьянов, человек с, скажем так, неоднозначной репутацией и для своих соратников, и для своих противников, и человек с вот таким послужным списком претензий и во взятках, и в нечистоплотности другого рода. Почему туда пошли? Когда я туда пошел, я знал Касьянова так же, как и вы. И то есть знал его внешне. Потом мы стали друзьями, я его знаю очень хорошо сейчас. Мы очень близкие друг к другу люди. И я могу сказать, что значительная часть того, что на него наговорено, это наговорено специально Путиным и КГБ, чтобы опорочить этого человека, который, безусловно, намного более эффективный государственный деятель России был бы, чем вот эти КГБшные товарищи. И он никогда, понятно, ни в ком КГБ и близко не был. Тогда я этого не знал. Тогда для меня Касьянов был то же самое, что для большинства людей. Там Миша 2% и так далее. То есть не 2%? Нет. А сколько? А не знаю. По-моему, нисколько. 2% это Гусинский, который мстил за то, что как раз Касьянов ему не дал... вы лучше у Касьянова это спросите, он подробнее вам опишет. Расскажет, в общем, не дал ему списать какие-то долги. Ему государство дало большие займы, а он их не хотел возвращать. И это вот месть такая, которую потом использовал Путин уже после ухода Касьянова для того, чтобы свести с ним счет. То есть, понимаете, у меня совершенно никакого положительного реала не было вокруг Касьяновой, вокруг Парнаса. Я знал, что это партия Немцова. По ее отношению к Немцову, кто тоже хорошо знал, тоже никаких особых иллюзий не питал. В 2016 году они ко мне обратились с просьбой помочь им пройти в Думу. Предложили мне тоже возглавить список партий вместе с Касьяновым. И я решил, в той ситуации надо как минимум донести до людей идеи, которые вот во мне. Поэтому я им сразу сказал: друзья, я выступаю как независимый кандидат, я в вашей партии не состою. И у меня своя программа, она не противоположна вашей, но она во многих местах не согласована с вашей программой. Но я буду транслировать именно ее всюду, подчеркивая, что в этом мы единодушны с Парнасом. Вы согласны? Мы согласны. Все. Я пошел на этих условиях. И что я и делал всюду. И на встречах с избирателями, и по телевидению, и всюду, где мог. За несколько дней до выборов был опрос Левады, по которому в России примерно 8,7% избирателей были готовы голосовать за Парнас, и примерно 6,5% за Яблоко. И это правильные цифры. После этого, кстати говоря, левадовские центры стали зажимать и запрещать. На выборы, как вы знаете, Яблоку дали, по-моему, 1,5%, а нам дали ровно в 10 раз меньше, то есть 0,8%. Вот. Совершенно очевидная подтасовка. И в этой ситуации я решил поддержать партию и Касьянова и сказал, что если бы вы победили, возможно, я бы не вошел в партию, потому что наши взгляды не во всем совпадают. Но поскольку вы проиграли, я обязательно вас поддержу, я вступлю в партию. Так я поступил. Я вступил в партию, был выбран в политсовет и стал заместителем Касьянова по бюро партии. И я об этом не жалею. Потому что во многом новая программа партии, она построена на тех предложениях, которые я смог объяснить своим коллегам, и они приняли их постепенно, не без труда, не без споров. Но новая программа включает в себя иллюстрацию, и институцию собственности, и системную декоммунизацию, и именно изменение культурной парадигмы, изменение отношения к эмиграции, именно новую национальную политику, вот с культурной автономией, с равносторонней федерацией. Все, что вот я наработал за эту мою жизнь, во многом мне удалось убедить нашу партию пойти этим путем. Но все равно ничего не получилось. Но жизнь не кончилась сегодняшним днем. Вы подружились с Касьяновым, я правильно понимаю? Да. И за эти годы у вас была... Мы тоже обращаемся друг к другу по имени, отчеству и на «вы». Тем не менее, скорее всего, у вас была возможность задать ему те вопросы, которые сейчас я вот так вот бегло упоминала. Да. И про 2%, и про то самое Слушай, видео, про приватизацию дачи. Я слышал все эти его ответы, и на этой даче я много раз бывал, так что все я знаю, все эти истории я знаю. Кому верите? Я считаю, что все, что связано с личностью другого человека, с того же Касьянова, тем более он мой друг, лучше спросите вы у него. Ну, раз вы с ним дружите, значит, вы не сомневаетесь в его порядочности? Я не сомневаюсь в его порядочности. Это достаточный ответ. В
XIX век, которому посвящена ваша последняя книга. Вы его определяете хронологически одним способом, но, например, Эрик Хобсбаум писал о том, что исторически XIX век во всем мире начался в 1789 году с Французской революции и закончился в 1913 году началом Первой мировой войны. То есть несколько шире. Нет, ничего не начинается. Естественно, кто-то скажет, что и французская революция – это не начало. Французская революция – это результат эпохи Просвещения, это Вольтер, Руссо, то есть это эпоха еще абсолютизма. У меня первый том также точно начат XVIII веком. Конечно же, эпоха французской революции, а для России это, я думаю, и царствование Екатерины как таковой. Вот. Это все то, из чего вытекает крепостное право, в конце концов, когда оно устоялось и возникло именно как рабство, а это при Петре Первом. Кстати, у вас вообще главный злодей в книжке – это Петр Первый. А чего вы на него так ополчились? Да, это страшный человек, конечно. Главное, это человек, во многом заложивший основание революции 17 года. Вот это меня и поразило, что вы его обвиняете во всех смертных грехах, он не ангел. Во всех смертных не обвиняю. Но вот когда-то такой, к сожалению, уже умерший Янов, далеко не со всеми с ним согласен, но у него есть очень хороший термин людодерство. Вот там, где происходит людодерство, вот это всегда плохое правление. Вот особенность правления Петра I – это тотальное людодерство. Тотальное надругательство над свободой. Понимаете, до Петра ведь была попытка построить Россию плавной европеизации польского типа. Старшие сестра и брат, то есть Федор и Софья, они именно исходили из этого. Построить Россию как некую аналогию Польши. Вестернизация с сохранением собственной традиции. Более того, они думали, что постепенно, естественно, христианство полностью освободить. Круг Софьи, Федора и фаворита Софьи, князя Василия Голицына, они, кстати, шли намного дальше, чем в Польше шли. На самая модная тогда экономическая модель – это модель налога, поземельного налога. То есть крестьяне платят поземельный налог, они сами продают продукты где хотят, но вот они должны заплатить деньгами подоходный налог государству. Из этих денег содержится армия, бюрократия и все прочее. Это вот самая наимоднейшая конца XVIII века экономическая модель. Она даже и сейчас не вовсе потеряла смысл. Это, конечно, медленный рост. Россия была бедная страна. Нефть тогда никому не была нужна. Значит, земля была малоплодородная. Поэтому это был бы медленный рост. Постепенное просвещение народа. Вообще вспоминали, что никогда народ не жил так счастливо, как при царевне Софье. Она очень ослабила эти вожжи, и шло все в хорошем направлении. Но Петр, когда захватил власть, отправил Софью в заточение, князя Василия Голицына на Пинегу, Федор к тому времени уже умер, он выбрал другой путь. Он мечтал об империи. Он решил выжать из народа все и сразу, чтобы прорубить окно в Европу, завоевать балтийские земли, заодно получить балтийское дворянство как свое, и с помощью этого западного дворянства вестернизировать страну. Он примитивно думал, что если внешние структуры взять западные, то все и будет работать как на Западе, где все это выросло. Но для того, чтобы у него были ресурсы для завоевания, ему надо было иметь деньги. Потому что флот, армию, естественно, без денег не сделаешь. И для этого крепостное право вместо полной ликвидации, как думали Софья и князь Голицын, они превратились в крепостное рабство. Когда крестьянин уже не имел никаких прав ни на что, включая собственную жизнь. Он не имел земли, не имел имущества и все имело только государство. Помещик – это был управитель крестьянами. За это он получал часть имущество крестьян, а крестьяне должны были быть или рабочей силой, то есть белыми рабами. Единственная разница в том, что все-таки в Соединенных Штатах рабовладельцы были независимыми от государства предпринимателями, а в России все были зависимы от государства. Единственным независимым лицом был сам царь. Вот эту крепостную систему тотального рабства создал Петр. Екатерина хотела от нее отказаться. Культурная европейская принцесса была в ужасе, но столкнулась с тем, что никто от нее отказываться, естественно, самих крестьян никто не спрашивал, а вот из тех, кто получали бонусы от этого, никто отказываться от нее не хотел. И даже те, кто не имели крепостных, скажем, священства, они просили, чтобы мы разрешили иметь крепостных. Священство, я подчеркиваю. То есть
свобода человека другого не ставилась ни во что. Это особенность России. Это не только беда Петра. Это во многом беда вот этой воспитанной Петром ментальности тотального рабства. Ужасного. И Екатерина в итоге отказалась от своих планов. Это все осталось просто памятником неосуществленных желаний. Екатерина стала рабой империи. Ей понравилась империя. Она не хотела ее когда-то, но в итоге она ее устроила так, как даже Петр не устроил. Это была империя рабства и империя захвата все новых и новых земель всеми теми способами, какими захватывали их большевики потом, и, в общем, какими сейчас Путин воюет в Украине. В этом смысле там тот же захват Крымского ханства, захват Польши Восточной – это из этой же истории, это те же методы. Но произошло в России чудо. У Екатерины родился внук Александр. Человек, безусловно, с гениальной политической такой и нравственной позицией. Естественно, не сразу. Она формировалась медленно, непросто. Но Александр мечтал покончить с крепостным правом, даровать России Конституцию, то есть создать в России республику и удалиться вовсе. Слушайте, а это можно каким-то образом объяснить тем, что там Александр II и Алексей Михайлович – это всего 2 царя за всю историю страны, которых реально готовили к тому, чтобы быть царями, которых реально воспитывали, и которые были готовы взойти на престол. Не. Александра I готовили быть царем. Еще как готовили. Екатерина II не хотела, чтобы престол получал Павел I. Она его не любила. А хотела сразу передать престол внуку. И она выписала мальчику еще Александру, замечательного совершенно учителя. Это Сезар Лагарб. Это потом он будет одним из сопрезидентов Швейцарской конфедерации. Человек с исключительно такими свободомыслящими взглядами, глубокий мыслитель. Его переписка с Александром, которая продолжалась до 25 года практически, она занимает 3 больших тома. Они сейчас опубликованы на русском языке. Это замечательно. Конечно, там Александр, когда стал царем, стал писать ему меньше, но всегда неизменно с огромным почтением. Цезарь Лагарб, он воспитал в Александре республиканца практически. Александр носил трехцветную кокарду французской революции, к неудовольствию, естественно, всех вельмож. Александр мечтал вернуть свободу Польши, о чем он прямо говорил князю Адаму Чарторийскому, своему близкому другу и потом соработнику на ниве реформ в России. Так что и Александра готовили к царствованию просвещенному, потому что до французской революции Екатерина мечтала, в общем-то, о просвещенном русском царстве, о том, что ее внуки, они осуществят то, что не смогла осуществить она, то есть освободить России. Она назвала Александра именем великого Александра Македонского, имея в виду, что он будет освободителем не только России, но и Европы, а второго своего внука Константина именем Константина Великого, и фамильным именем византийских императоров. План заключался в том, что Павла каким-то образом принудит отказаться от престола, и престол перейдет от Екатерины сразу к ее внуку Александру. Естественно, Павел совершенно с этим планом не был согласен. Да, но этот план, между прочим, как раз должен был быть принят новый акт престола наследия, и как раз Лагарб отказался поддержать его. А он был очень значимой фигурой в окружении Екатерины. И после этого Екатерина его выслала обратно в Швейцарию. Этот проект ликвидировался сам по собой. Но что-то, видимо, было. Потому что, когда умерла Екатерина, первое, что сделал Павел, приехав в Зимний дворец, он сжег какой-то документ стола наследия. А вы верите в то, что Павла убили табакеркой? А что тут верить? Это факт. Исторически. Здесь не надо иметь это не веры. анекдот? Нет, это не анекдот. А Александр знал про это? Александр все знал, да. А его совесть мучила? Еще как. То есть, может быть, табакерка, может быть, задушили шарфом, может быть, и то, и другое. Но, увы, все так. И мой однофамилец в этом во многом повинен. А что касается Александра, не только его это мучило, но это его во многом, как многие ученые предполагают, заставило
уйти с престола, потому что далеко не все считают, что он умер в Таганроге от болезни? В ноябре, да, от воспаления легких. В ноябре 25 года он настолько много говорил о том, что он хочет оставить престол, настолько часто говорил будущему Николаю I, своему младшему брату, что он хочет ему передать престол, потому что над ним тяготеет проклятие Божье за его вот эти действия, за его убийство отца, а ты, говорит, ни в чем не виновен, ты тогда был маленьким, совсем мальчиком, и тебе, видишь, Бог дал наследник, у него же к этому времени родился будущий Александр II. Этот разговор произошел в 18 году, причем присутствовала и супруга Николая, она тоже записала в свой дневник, поэтому вот ты готовься, конечно, это произойдет не сегодня, не завтра, но ты готовься к этому, они были совершенно шокированы, и потом несколько раз к этому возвращался, ну и это другой совершенно разговор, в общем, он очень мучился. Причем это знала вся Европа о цареубийстве. И когда во время уже заграничного похода Александр в одной из сражений захватил в плен французского генерала Ван Дамма, известного своим жестоким обращением с мирным населением, то он, в частности, ему сказал: вот как же вы, генерал, можете так вот жестоко обращаться с мирными жителями? Я, по крайней мере, не убивал своего отца, сказал ему Ван Дамм. Поддерживаю. Да, кстати говоря, после этого ему не отрубили голову, не посадили на кол, его просто отправили с другими военнопленными в Россию и в 2014 году вернули во Францию во время возвращения всех военнопленных. Смотрите, вы Петру Первому не прощаете его жестокости и называете, ну не называете людоедом, но имеете в виду, что он практически людоед, царь-людоед. А Александру вы прощаете? Потому что, во-первых, речь идет не о жестокости по отношению к народу, а, скажем, о жестокости по отношению к собственному отцу. Ну, вы только что говорили, что во главе всего должен стоять человек. Вот. Что же человек? Он же не был инициатором заговора. Инициатором заговора были, как известно, Палин, который генерал-губернатор Петербурга. Вот так вот строится заговор. Павел совершенно обрушил государственную систему России, когда он заключил союз с Наполеоном, ввел континентальную блокаду, действительно безумствовал, там людей отправлял в ссылку. Ну, казнил он мало, но в ссылку отправлял очень часто и отбирал имущество. В общем, начался полный хаос. И тогда был заговор гвардейских офицеров, и генерал-губернатор Петербурга был, собственно, его началом. Эти сведения дошли до Павла. За 2 дня до убийства Павел вызвал к себе Палина и сказал: слушай, говорит, до меня доходят слухи, что в гвардии зреет заговор. Так точно, Ваше Величество, зреет заговор. И я его возглавляю. Да как же ты смеешь? Только для того, чтобы все контролировать, сказал Палин. Через 2 дня гвардейские офицеры убили Павла. А Александр просил, чтобы с отцом ничего не делали, чтобы его заключили в Михайловский замок, и когда там спадет напряжение, спокойно позволили уехать в Швецию, которую Павел очень любил. Но заговорщики понимали, что это абсурдное требование, что если уж свергать, то надо убивать, а иначе произойдет реставрация, и, соответственно, убьют их. Поэтому они не послушали Александра, убили Павла, и в эту же ночь Палин, приехав сообщить о результатах заговора, назвал к ужасу Александра его «Ваше Величество». Он понял, что отец убит. Поэтому он не был прямым как бы убийцей отца, но косвенно считал себя виновным в этом убийстве, хотя понимал, что правление Павла для России очень разрушительно. И тут же, как только он вошел на престол, это легко можно видеть, просто полистав соответствующий том законов Российской империи, мы видим, как все отменяется. То, что делал Павел, все эти безумства. Один акт за другим восстанавливаются отношения с Англией, открывается снова торговля, провозглашаются принципы мира. Первым же актом, это был апрель, если мне не изменяет память, 1801 года, ликвидируется навсегда тайная канцелярия, и все преследование граждан может идти только через суд, и суд независимый. А вы считаете, что отказ от союза с Францией, союз с Англией – это благое было дело для судьбы России? Вы знаете, это в конечном счете в нем 2 вопроса. Один вопрос – это отношение к Наполеону, который к тому времени был первым консулом уже. Второе – это просто политическая модель. Что касается отношений к Наполеону, у меня однозначное к нему отношение – это человек абсолютно того же типа, что там Гитлер, Сталин и так далее.
Да, он не занимался Холокостом, он не занимался массовыми убийствами граждан своих собственных французских впрямую, но зато он занимался их убийством во время войны. В результате наполеоновских войн мужское население Франции уменьшилось на 3-4 сантиметра по росту. Почему? Потому что всех крепких, здоровых парней брали в армию и выбивали. И, соответственно, генетически был негативный отбор. Он Францию как бы обескровил другим образом, не путем гильотины и расстрелов, а путем этих безумных войн, единственная цель которых была это его имперское величие. Он желал властвовать над всем миром. Начав просто консулом республики, он закончил императором французов. Начав с армии граждан, он закончил титулами, которые он раздавал всем своим близким, титулами герцогов, графов, баронов и так далее, тем самым фактически перечеркнув достижения революции. И когда мне говорят о том, что Наполеон сделал что-то хорошее, я этого не понимаю. И что-то хорошее, при том, что он сделал и много плохого, сделала французская революция. Она действительно уничтожила феодальные землевладения, дала крестьянам землю, выдвинула принципы либерте, эгалите, фратерните. Это великие принципы, над которыми там разные дураки смеются. На самом деле, как иначе построишь общество равноправных граждан? А Наполеон ничего этого не сделал. Ну да, при нем была принята метрическая система меры весов и гражданский кодекс, но я уверен, что Франция и без него приняла бы метрическую систему и гражданский кодекс. И железные дороги, и пароходы были не Наполеоном изобретены, поэтому то, что сделал лично Наполеон, это попытка создания всемирной империи, которая стоила человечеству огромного количества жизней. В одной Лейпцигской битве, самой крупной битве наполеоновской, погибло более 100 тысяч человек. О чем тут говорить? А есть для вас какое-то понимание его идеи, почему он пошел на Россию? Вы знаете, вот я думаю, у каждого из нас бывают такие вещи, когда мы что-то хотим, делаем, а в глубине души знаем, что это не надо делать. То же самое было у Наполеона. Он, как все-таки умный человек, полководец был, безусловно, гениальный. Тот же Александр ему и в подметке не годится. Хотя в конце он его обыграл. Но это уже другой разговор. Почему, собственно говоря, Александр не выбрал союз с Наполеоном? Потому что союз с Наполеоном никогда не мог быть союзом равных. Наполеон всегда хотел, чтобы все его союзники были его вассалами. Александр не хотел и считал совершенно ненужным, чтобы огромная Россия была сателлитом Наполеона. С другой стороны, экономически торговля с Францией была России невыгодна. Дело в том, что во Франции большей частью русское высшее сословие покупало предметы роскоши. Ткани, духи, ювелирные изделия. То, чем баловалось высшее общество. И за это надо было платить золотом. Потому что аграрно развитая Франция не нуждалась в плодах русского сельского хозяйства. А с Англией было совершенно другое. Англия, имея самый крупный в мире флот, она нуждалась в пеньке, в холстине. У Англии не было же дерева. Значит, хороший строевой лес. Вот все это везли из России. И русское хозяйство, оно во многом развивалось благодаря торговле с Англией. И русские первые ткацкие большие фабрики, которые, кстати, возникли вот как раз в первые годы царствования Александра, именно благодаря тому, что он изменил политику, они все были направлены на экспорт в Англию в первую очередь. То есть Англия платила золотом за русские товары. Все русские помещики двумя руками были против Павла, и двумя руками были за Александра, двумя руками были за союз с Англией и против союза с Францией именно по этой причине. Как дитя революции, Наполеон не был ни для кого опасен, он уже предал революцию, объявил себя первым консулом, потом позднее императором. А вот как экономически невыгодный субъект, он в первую очередь выставлял требования континентальной блокады. Англию он победить не мог, но он требовал, чтобы с Англией прекратить любую торговлю. Полностью. А, соответственно, это разорение для русского сельского хозяйства. И, кроме того, Александр считал Наполеона предателем революции. А потом произошло более страшное событие – это убийство герцога Энгиенского. Дело в том, что больше всего на свете боялись Наполеон и его
свита восстановления династии Бурбонов. И вот герцог Энгиенский был один из реальных претендентов на королевский престол. Он жил в Бадене. Слухи о том, что он замышляет поход на Францию, были ошибкой. Я напомню, что Баден не безразличное для Александра было немецкое государство, его супруга, она принцесса Баденская. И вот, боясь этого герцога, Наполеон в 1803 году приказывает его выманить из Бадена, захватить и уничтожить. Действительно, у этого герцога Энгиенского была любовница, подделали ее письмо, что вот, дорогой, я хочу с тобой встретиться на границе. Он приехал на эту незлосчастную границу, но не пересекал ее с Францией, а остановился где-то там в 10 лье от границы, и французские драгуны нарушили границу, захватили его, притащили его в замок, и там его во рву расстреляли, причем для удобства, чтобы знать, куда целиться, сказали, чтобы он сам держал ту лампу, это было ночью, чтобы видеть, куда стрелять. Он сам держал лампу солдатам, которые, помогая ему, его расстреливали. Это был шок для всей монархической Европы. Но все молчали, потому что все боялись прогневать Наполеона. Единственный монарх, который поднял свой голос и объявил, что это тяжкое преступление и повелел разорвать отношения с наполеоновской Францией, это был Александр. После этого это был такой нравственный поступок. Так что нужно было Наполеону в России? И Россия оставалась его последним соперником. Австрия после разгрома при Ваграме в 1809 году была уже навсегда под его рукой. Англия? Англию он разгромить не мог. После того, как в октябре 1805 года при Трафальгаре был разгромлен испано-французский флот лордом Нельсоном, после этого у Франции просто не было флота. Поэтому с Англией он ничего сделать не мог. Как говорится, близок локоть, да не укусишь. Даже итальянские короли, которые он же захватил весь Апеннинский полуостров, но они бежали. Неаполитанский король на Сицилию, Пьемонтский на Сардинию, и там ничего с ним Наполеон сделать не мог, потому что под охраной английского флота эти два больших острова были в полной безопасности. Поэтому с Англией вот он только блокада. А после этого он, естественно, и Англию дожмет, как он думал, постепенно. Но вот так не получилось. Александр не хотел нападать на Наполеона. Он знал, что война готовится, но он говорил, что я вообще не способный полководец, и генералов у меня способных нет. Поэтому он войны совершенно не хотел. Но, коль уж война началась, надо было защищаться. И произошло еще одно чудо. Наполеон пришел в Россию примерно 600 тысячами солдат. Ровно через полгода, 25 декабря 2012 года, из России ушло от 12 до 15 тысяч боеспособных французских солдат. Армия погибла полностью. Когда в Варшаве, еще тогда не занятой русской армией, в январе 2013 года французские оставшиеся в живых офицеры, немножко отогревшиеся и отмывшиеся, сидели в каком-то шинке, растворилась дверь, вошел оборванный, грязный французский офицер, все взгляды на него устремились, и он сказал: «Я арьергард Великой Армии, я маршал Ней». Вот так и закончилась Великая Армия. Так что это тоже такое чудо. У чуда есть объяснение или просто холод? Русский холод? Все умные теоретики военного дела, тогдашние, абсолютно солидаризировались с Александром. И у Александра было такое правительство в изгнании, даже прусское, которое создали несколько замечательных прусских реформаторов, которые потом провели великие реформы в Пруссии. Так вот, среди близких к Александру людей был такой генерал Фуль, которого Александр специально попросил, платил ему за это деньги, учить его стратегическому искусству. Именно он предлагал заманить Наполеона вглубь России. Именно он считал, что это единственный способ победить Наполеона. Вы, говорит, в государе никогда не победите Наполеона в прямом сражении. Он гениальный полководец, у него прекрасная армия. Победить вы его не сможете. Вы погубите свою армию и самого себя. Надо измотать его. Этой же концепции придерживался Кутузов во время предшествующего Аустерлицкому сражению. Он говорил, что надо Наполеона увлечь в венгерские степи и там его измотать. Также думали в 1907 году
перед Пройси Шейлау, русский генерал. То есть это была известная стратегия. Ее противником, кстати говоря, был генерал Багратион с его грузинской царской горячностью. Он говорил, что надо вести превентивную войну в Европе. Но это не было поддержано. Поэтому была определенная военная концепция, она осуществилась. Это были очень серьезные, очень разумные для того времени, для тех воинских возможностей средства измотать противника. Но, понимаете, теория теории, а все могло совсем не так получиться на практике. А получилось даже лучше, чем предполагали. И император Александр всегда говорил, что это милость Божия и чудо. То, что он бесталанный полководец, не имеющий действительно талантливых, выдающихся генералов, подобных французским маршалам. Не он, конечно, а русская армия сумела разгромить армию Наполеона. А с чем вы связываете такую наполеономанию, которая постигла Россию и в XIX веке, и, в общем, перекинулась... Разве только Россию? Я буквально вчера вернулся из Ватерлоу. Прекрасный музей там. О, великолепно. Весь почти основан на фильме Сергея Бондарчука. Ну, с нашей точки зрения, да. Но общая интенция совершенно другая. Хотя и в фильме Сергея Бондарчука там же, по-моему, последние слова, которые гремят, по-моему, то ли why, зачем? Зачем все это? Почему все это? И второе слово на французском языке – это meurtre, да, дерьмо. Герцог Веллингтон, как известна его крылатая фраза, после этого сражения, объезжая поле боя, сказал, что после проигранного сражения нет ничего более ужасного, чем сражение выигранное. Я думаю, это великие слова на самом деле. Достойные гуманиста. Вроде бы в Ватерлоу победили англичане, да? А весь магазинчик при музее, он весь пронизан наполеономанией. Хотя Наполеон проиграл сражение. Все эти майки, все продаются не со знаками Веллингтона, а со знаками Н и лавровыми венками, то есть знаком Наполеона. К моему удивлению, даже единственный флаг, который там развивается, это французский флаг. Не английский, не бельгийский, не голландский, не прусский. Так что, да, Наполеон, столб с куклой чугунной. Почему Наполеон? Вот это очень важный вопрос, на самом деле. Потому что он вплотную касается и нашей с вами страны. Люди любят империю. Наполеон – это империя. Империя par excellence. Понимаете? Не случайно он закончил как император свою власть. Это подчинение немцев, подчинение голландцев, подчинение испанцев, итальянцев, австрийцев власти французов. Именно за это любят французы Наполеона. За то, что тогда они владели Европой и фактически миром. А не за метрическую систему и не за гражданский кодекс. Человек, который должен был быть во Франции поминаем с ужасом. Как человек, который загубил то, что называли «gloire de France», славу Франции. А его вспоминают с восторгом до сих пор. Это удивительная вещь. И мой коллега Панасенков даже целую большую книгу написал, воспевающую Наполеона. А вы называете Панасенкова своим коллегой? Ну, он же историк все-таки. Я же не буду его называть кем-то другим. Я считаю, что он серьезно, но, как бы сказать, не объективный историк. Не объективный. А себя вы считаете объективным? Я стараюсь им быть. Мне очень тяжело было писать о некоторых фактах биографии Александра, которого я, в общем, люблю, но который свинский на самом деле. Но я бы написал обо всем. Потому что я считаю, что главная особенность историка – это честное изложение фактов. Вы потом можете давать разные интерпретации. Там можете говорить, что это хорошо, это плохо, но сами факты вы должны назвать. А о том, каковы факты, будут судить читатели. Мне как раз показалось, что для исторической ваша книжка чересчур страстная. Наверное, такой человек я. Да, но я, тем не менее, старался быть хоть и страстным, но объективным. Хотите домой? Угу. Еще как. Но не в путинскую Россию. А в послепутинскую Россию. А будет такое? Ну, вы знаете, я беру пример с моих немецких коллег, которые так или иначе выступали против Гитлера, скажем, тот же Ясперс, и они вернулись в Германию. Или как бы они не уезжали, как Ясперс не уезжал из Германии, но был во внутренней эмиграции, запрещенной к преподаванию, но потом они сыграли огромную роль
в освобождении немецкого общества от вот этих моральных уз солидарности с нацизмом. Они были очень тяжки. И я думаю, что это наша миссия и наш долг. Я хочу в Россию не просто потому, что мне мучительно больно быть вдали от могил моих родителей. Я люблю русскую природу, русский. Именно то, что она русская. Я понимаю, что в Чехии такая же природа, но там ощущение, что это твоя земля, это твои озера и твои деревья. Я это все на байдарках отплавал еще юношей. Я 40 лет ходил на байдарках. Что у вас там в МГИМО такое распыляют, что все ходят на байдарках? Потому что это была форма внутреннего освобождения в то время, когда то есть я Лавров ходил. внутренне освобождался на байдарках? Лавров был другим человеком. Я-то знаю Лаврова с моим соучеником. Он был свободным человеком, бравировал свободой своими такими антисоветскими настроениями, писал разные лирические стихи. Он был такой очень симпатичный человек. Да, но действительно хороший поэт, культурный человек, который абсолютно сломался. Вот понимаете, вот тогда... В 2014 году, и последний раз в 2022 году, ему, конечно, надо было подать в отставку. Ничего бы с ним не сделали, его бы не убили. Он бы остался сам собой. А он решил, что место дороже. И после этого просто спился. К сожалению, он сейчас абсолютно развалин. Вы считаете, что истоки очень многих проблем 20 века России находятся в 19 веке? И даже в 18. Почему во все века Крым был так важен для Российской империи? Его ходили воевать за 19 век сколько раз? 4? Подождите. Крым был захвачен Российской империей при Екатерине. Он был присоединен к России, была Таврическая губерния со времен Екатерины. После этого, конечно, там Османская империя хотела отвоевать Крым. Это продолжалось и до, в общем-то, Крымской войны 1883-86 года. Но, по большому счету, да, он оставался русским, а войны были просто на территории Крыма. Это удобное место было высадки десанта англо-франко-турецко-сардинского в 1954 году. Это не то, что это война за Крым. Война в Крыму, да, но не война за Крым. Да, Крым был захвачен тогда, и надо сказать, что захват Крыма, мы это тоже не совсем понимаем, потому что в школе до сих пор учат, что это Крым там плохо лежал, его пришли и взяли. Крым был государством, высоко организованным, европейским мусульманским государством. Южный берег Крыма непосредственно входил в Османскую империю. На остальной территории Крыма, столице Бахчисарае, находилось Крымское ханство, которое занимало также территории Северного Причерноморья и Приазовья до Кубани. Это было государство, которое пыталось стать европейской цивилизованной страной. Крымские ханы воспроизводили и достаточно успешно европейские формы государственной жизни, имели дипломатические хорошие контакты с основными дворами Европы. То есть это было нормальное европейское, но исламское государство. Такой вот интересный момент. И Екатерина его гнусно, обманом, совсем по-путински, по-сталински завоевала. Это особая история. Что не стоило ей карьеры? Понятно, абсолютному монарху это не стоило карьеры, хотя ее карьера была более чем зыбкая. Она была узурпаторшей, и все это понимали. Все понимали, что она убийца своего мужа, Петра III, что она убийца намного более законного претендента на престол Ивана Антоновича, и что она, узурпировала престол, отстранив своего уже постепенно ставшего взрослым сына от какой-либо власти, и управляла сама, не имея никаких прав на русский императорский трон. И она это отлично знала, но ей очень хотелось управлять. Сладость управления империей для нее не в последнюю очередь была и сладость обладания молодыми красивыми мужчинами, когда она старела. К сожалению, если вначале, она себя вела как любая нормальная женщина, были влюбленности, тот же Потемкин, который был, видимо, ее гражданским мужем, и она его действительно, видимо, любила очень, и он ее. Но постепенно это стало просто отвратительный грязный разврат, который он, кстати, писал в своих письмах князю Кочубею. Александр I, будучи еще великим князем, а Кочубей, он был его ровесник, чуть старшим, и был тогда послом в Стамбуле, в
Константинополе. И они были большие друзья. Потом он стал одним из соратников в великих реформах. Вот начало Александра I царствования. Это был грязный разврат. И ради этого разврата, и ради этого наслаждения абсолютной властью, тому, что поражало того же князя Адамыча Рижского, который был таким уважаемым пленником после третьего раздела Польши, заложником при дворе Екатерины, и поражало, например, что вельможи падали ей в ноги. Это в Европе уже не было давно принято. Вот она наслаждалась вот этой своей властью, своим всесилием, наслаждалась тем, что действительно абсолютный красавец мой тезка Зубов был ее любовником, а этот тезка мой Зубов, когда выходил из ее спальни, и закрывались двери, он брызгался духами и тут же ехал к молодым девкам, потому что говорит, ну не могу с этой старухой больше. Знаете, какой позор. Вот такая вот была. А с другой стороны, Вольтер. Вольтер? Ну, Вольтер, нет, она была очень умная женщина. И вначале у нее были самые хорошие интенции. Она мечтала Россию сделать европейской страной. Но она лет за 5 поняла, что это невозможно. И она решила просто хорошо жить. Для правителя же хорошо жить не только есть черную икру, как Ленину, и даже не только иметь молодых любовников в 60 лет, а хорошо жить – это значит иметь расширяющуюся империю. Потому что, как сказал Наполеон, если империи не расширяются, они уменьшаются. А никому не хочет жить в уменьшающейся империи. И вот всем этим людям не нравится Путин. Но Путин не нравится даже тем, кому нравится Екатерина и Наполеон. Потому что любой умный человек понимает, что Путин просто эпигон. Понимаете, у Наполеона и у Екатерины была еще мысль, отчасти искренняя, отчасти тщеславная, но все же была мысль действительно прославиться тем, что в их странах будет расцвет наук, будет расцвет права, гармония какая-то государственная. У Путина даже этого нет. Путин примитивный человек, к сожалению. Но и общество наше, к сожалению, после 100 лет вот этого большевизма, очень примитивного капитализма 90-х годов, оно культурно мало развилось. И в этом смысле Путин оказался в 2014 году, как говорят англичане, perfect man on perfect place. Это очень печально. Но я надеюсь, что эта война, страшная на самом деле война, которую я вижу, как переживает не только украинское, но и русское общество, теперь она будет другим. Я думаю, что эта война нас переродила еще больше, чем украинцев. Вот ненависть к империи, отвращение к тому, что ты подавляешь другого человека, она будет очень велика. Теперь уже, когда будут говорить, давайте присоединим там то, давайте присоединим это, даже если Россия как бы выйдет как единое государство из этой войны, уже будет восприниматься, как воспринимается немцами сейчас, призывы крайне правых, давайте вернем Альзас-Лотарингию. Будут крутить у виска. Очень часто люди, которые любят Путина, сравнивают его с императором Николаем I, находя много общего и в том, что не предполагалось, что Николай I станет императором, а вот же как получилось, и в том, что изо всех сил, значит, старался страну сделать лучше. Но получалось, как получалось. Скажите, почему они не похожи? Они по всему не похожи, слушайте. Это, не знаю, там, сравнивать гуся со страусом. Ну, невозможно. Только... Птица. Ну, да. А все остальное, ну, конечно, совершенно не похоже. Понимаете, Николай I, при том, что он намного более, я бы сказал, примитивный тип, чем его старший брат, он, в общем, все-таки человек, выдающийся и с большими интеллектуальными принципами. Ему брат передал империю, и он старался править в соответствии с указаниями и завещанием брата. Не случайно он председателем Совета Министров попросил стать князя Кочубея. Потом, когда Кочубей умер, другого члена этого тайного комитета, да, Александра I, Николая Николаевича Новосильцева, он взял близких к Александру людей, в том числе Уварова, и всем известного, да, как министра просвещения, Блудова, ну, тех людей, которые близки были к Александру, и пытался продолжать править как он. Может быть, ему совершенно было непонятно и не близко польская конституционная система. Но поскольку Александр ее создал, то Николай согласился венчаться в Варшаве на королевский трон с сеймом
в католическом соборе, что было совершенно невероятно для Николая как такового. Но он во всем следовал указанию своего старшего брата. Но у него ничего не получалось. Абсолютно. Поляки восстали, там, персы тут же напали на Россию и так далее, и так далее. И поэтому в итоге Николай стал тем, чем он и был на самом деле. То есть, достаточно ограниченным деспотом с примитивной имперской моделью сознания. Историки обычно царство Николая отмечают 3 эпохи. Первая эпоха – это до 1932 года, 25-32 год. Это до, значит, естественно, подавления польского восстания. Вторая эпоха – это до 1932-1948 год. Это эпоха, когда была попытка как-то продолжать реформы и даже крестьян освободить. Но, как говорил Николай, сделать это так, чтобы сами крестьяне этого не поняли. Как это можно было сделать, ума не приложу, но вот в этом весь Николай. И после 1948 года он же махнул на все рукой и стал вот таким действительно деспотом, тираном, закрывшим границы страны, запретившим выезд, выгнавшим профессоров из университетов. Ну и это все закончилось, естественно, трагедией 1955 года. Если бы Меликов успел доехать до царя и подписали бы новую конституцию, это изменило бы жизнь России? Я удивлю вас, Катерина Владимировна, что Меликов успел доехать до царя. И царь подписал в 12 часов дня 1 марта этот указ о призыве избранных губернскими думами представителей для работы в Государственном совете. Это и есть Конституция Меликова, собственно. Это имелось в виду. Это был первый шаг по большому парламенту. Он это подписал. И после этого отправился на смотр полков и получил бомбу и погиб. Но бумага была подписана. И куда она потом делась? Никуда не делась. Подписать указ – это ведь не все. Надо еще, как говорится, подзаконный акт сделать. Надо решить, кто это исполняет. Ну, как всегда, в бюрократии такого уровня вопросы не решаются одной бумажкой. И поэтому сановники империи, подождав там первые дни шока, 6 марта сказали Александру Третьему: Ваше Величество, надо созвать Госсовет, чтобы рассмотреть, как воплощать в жизнь вот указ, подписанный вашим батюшкой за 2 часа до его гибели. Ну и тут произошло самое замечательное. 8-го был создан это совещание, на котором Победоносцев, который я когда-то писал, я бы сказал, даже в целом положительные отклики. Да, и теперь мне так стыдно это все, потому что я действительно плохо его знал. Сейчас я изучил его намного подробнее. Победоносцев устроил целую невероятную интригу, чтобы не было расписано исполнение этого документа, а было принято решение его введение в жизнь отложить и подготовить более тщательно вот все эти шаги по его имплементации. Продолжало работать правительство Ларисы Меликова. И оно, естественно, настаивало. Никто даже не предполагал, что все это отменит. Никто не думал, что Александр III такой ретроград. Думали, что он продолжатель политики своего отца. Правда, что он был алкоголиком? Нет, неправда. Выпивал. Но я тоже иногда выпью бокал вина. Я не алкоголик. Но он был, и опять же, это плохо знают. Я боюсь, что это даже Путин не знает. Он вообще любит в целом Александра III, но это он не знает. Он был абсолютно управляемой личностью. Он был очень слабым морально человеком, физически сильным, а морально он был очень слабым человеком. История, я бы сказал, романтическая и печальная. Но, во-первых, вы знаете о главной трагедии, что умер его старший брат. Да. Вот Николай Александрович... От чехотки он умер. Он умер даже не от чехотки. У него было как-то воспаление спинного мозга. Это страшно. Он упал с лошади, у него началось воспаление спинного мозга, туберкулез спинного мозга. Вот, причем скоротечно. В молодом возрасте. Все это. И он умер от этого. Бедненький, очень мучился. Но этот был, говорят, либерал такой до мозга костей, что это совершенно исключительный человек, что это гениальный юноша, который был бы лучшим царем Европы, и он бы действительно завершил бы все эти реформы и довел бы Россию до парламентского государства. Все поражались степени его глубинного проникновения там, в Канта, Гегеля, вот в эту европейскую философию, умение вести беседы на самом серьезном уровне с государственными людьми Европы. Он же готовился стать царем. Да, он готовился, его готовили, у него это было все. Когда
он уже вот в последний момент умирал в бреду, то его бред был тоже очень характерный. Он бредил тем, что он выступает перед законодательным собранием России. Представляете? Тем временем Александр III. Да, Александр III был совершенно другой человек. Даже видно, их переписка сохранилась. Он простоватый, малокультурный, не до конца грамотный. По-французски писал правильно, а по-русски ять. Не знал, где писать. Ну, естественно, он был влюблен в одну там фрейлину, конечно, амбициозную молодую девушку, которая очень нравилась, что за ней ухаживает уже наследник престола после смерти Николая. И у них был роман, он как бы до конца, может, и не дошел, но дошел достаточно далеко, судя по письмам. И в этот момент умирает Николай Александрович, и через несколько месяцев папа говорит, Александр II, ну, слушай, говорит, хватит дурака валять. До меня доходят слухи, уже французские газеты пишут, что ты с этой фрейлиной Шура-Амура крутишь. Давай-ка остепенись. Вот принцесса Дагмара, твой старший брат хотел ее сделать своей женой, ну, естественно, не сделал, умер, вот сватайся к ней. Что делает молодой человек? Бунт. Конечно, бунт. Папа говорит, вообще ко мне на глаза больше не попадайся со своими идиотскими этими идеями, что хочешь отказаться от престола, он хотел, и, значит, вот уехать куда-то, женившись на этой там Маше, Кате, не помню, как ее звали. Ну, через несколько дней пришел и сказал, я на все согласен. Он страстно попрощался с этой Машей Катей в Смольном институте, где она жила. Оказалась комната не занятая. Потом сел на корабль, уплыл и делал предложение Дагмаре, говоря, что он только ее любит, что она душка. И, естественно, предложение было принято. Это было лестно стать женой будущего русского императора. Никакой любви там, конечно, не было поначалу, но потом он так влюбился в свою Дагмару, что, в общем, действительно честно прожил с ней жизнь, не изменяя никогда. И она тоже была честной женой. Но очень характерно, что вот все-таки что для молодого человека самое главное – любовь. Он ее вот отбросил как перчатку. А потом он также точно попал под влияние Победоносцева. Полное влияние Победоносцева, этого страшного человека, который действительно из каких-то идейных, но страшно таких ретроградных соображений, а отчасти из желания, как я теперь все больше убеждаюсь, просто власти. Он просто желал власти, он желал быть серым кардиналом, управлять Россией, ну, в самом консервативном духе, через безвольного царя. Победоносцев всячески пугает революцией и убийствами, пишет заведомое вранье, там какие-то уже медные провода ведут под Гатчинский дворец, ну, полная чушь. Он всему этому, видимо, верит. В общем, в итоге он снимает сначала Лариса Меликова и вообще вот этот кабинет реформ. До этого еще снимает министра просвещения Головина. Кого назначать? Победоносцев говорит, назначайте графа Игнатьева. Он русский, настоящий человек. С ним все будет хорошо. А граф Игнатьев, хотя и действительно там русский человек, но, во-первых, в отличие от честных русских людей типа Ларисы Меликовой или Милютина, граф Игнатьев, он врун, такой, я бы сказал, жуткий авантюрист. Это иногда ему сходило с рук, когда он там подписывал договор с Китаем и на Балканах. Но вообще он человек с очень плохой репутацией. Но самое главное, что он идейный сторонник Земского собора, который должен Россию сделать конституционным государством. То есть за время царствования Александра II идеи конституционализма практически охватили все русское общество. Ну, культурную его часть, высшие слои дворянства, аристократии. Это у нас сейчас плохо знают этого, думают, что все так просто, элементарно, а уже тогда царь не так много значил. Тогда общество поднялось очень высоко в этом настроении продолжения реформ. И к Победоносцеву потребовалась просто циклопическая сила, чтобы преодолеть вот это всеобщее желание к продолжению реформ и к будущему парламентаризму. Игнатьев, естественно, когда он с этой идеей собора маломальски выступил перед царем, а планировалось провести собор на коронацию 1983 года. Его отстранили, и сам Победоносцев пишет, что Игнатьев идиот, негодяй, подлец. И кого назначить? Давайте, говорит, Дмитрия Андреевича Толстого. А Дмитрий Андреевич Толстов – это вообще несчастнейший человек. Человек совершенно сломленный морально, опять же, из-за личной жизни. Надо сказать, что в это время, начиная с Александра II, именно министр внутренних дел был фактически премьер-министром России. И Толстой, естественно, до конца своей жизни он проводил уже крайне такую антилиберальную
бюрократическую политику, абсолютно во всем советуясь до мелочей с Победоносцем. Фактически всем управлял Константин Петрович Победоносцев до конца Александра III царствия. А Александр III был исполнителем его воли, может, только в международных делах. Он его не очень слушался, потому что там он был полным просто дураком Победоносцев. И Александр был уж не такой дурак, чтобы слушаться его в этом. А с Толстым это просто смешная тоже история. Сначала, когда еще Толстой был молодым человеком, из хорошей семьи, но не богатая, по аристократическим понятиям, конечно, он влюбился в Марию Языкову. Мария Языкова – это племянница знаменитого поэта Языкова, а ее отец был очень крупный ученый в области геологии, такой интеллектуальной среды. Победоносцев, который отлично знал интимные подробности всей светской жизни Петербурга, сам был, будучи аскетических взглядов, он знал, что в молодости, будучи красивым молодым человеком, офицером гвардейским, Толстой посватался к этой Языковой и получил согласие. Но родственники Толстого сказали: ты что, с ума сошел? Она же какая-то профессорская дочка. Никаких денег, никаких там имений. Ничего там нету, чтобы могло твое состояние поправить и обеспечить тебе карьеру. Ох уж эти толстые. Да, ты губишь себя и свою будущую семью. И что сделал этот Дмитрий Андреевич? Он отказал согласившейся уже невесте. И через несколько лет она благополучно вышла замуж за другого человека, немецкого аристократа вестфальского, крупного ученого. И прекрасно прожила жизнь, блистала на балах, была законодательницей Петербурга, интеллектуального. И многим нравилась ее умная красота. А он стал искать себе подходящую невесту и нашел очень хорошую невесту. Это дочь министра внутренних дел Российской империи при Николае I. Это Бибиков, который до этого был генерал-губернатором в Киеве. Всем была хороша бы эта новая партия, богаты были они чрезвычайно, и министр внутренних дел, но была она и страшная, и глупая. Хотя очень любила Толстого, но это был 1953 год. Через 2 года умирает Николай, и прогоняют, естественно, Бибикова со всех постов. В октябре 1955 года он уходит. И остается только несчастный наш Дмитрий Андреевич Толстой с некрасивой и неумной женой. А деньги жадная тещи не дает. И вот этот комплекс, когда на его глазах там блистает его бывшая невеста, а он, вот ничего не получив, живет с неумной и некрасивой женой, это, конечно, очень его давило. И вот он был морально сломленным человеком, и не только консервативные, мизантропические взгляды, ненависть к человечеству у него выработалась на всем этом. Вот такова эта печальная история об Александре III. Да, это было плохое время, и злым гением его был Константин Петрович Победоносцев. Когда вы вернетесь в Россию, ну, если вы вернетесь, что вы будете делать первым делом? Первым делом открою свой компьютер и продолжу мою работу. Если это будет тот режим, который согласится меня пригласить или даже захочет пригласить преподавать и учить молодое поколение, я соглашусь, если у меня еще будут силы. Конечно, я бы очень хотел помочь нашему народу найти правильный путь и в политике, и в государственном устроении, ну и самое главное, в сознании и в понимании настоящего и будущего. А чтобы понимать настоящее и будущее, надо знать прошлое. Для этого я историк. Какое ваше самое счастливое воспоминание из детства? А у меня вообще счастливое было детство. Я с удовольствием. Где вы жили? Мы сначала жили на Краснохолмской набережной, вот в районе Таганки. Потом мы переехали на Кутузовский проспект. Какое номенклатурное, да, супер наш слушатель детство. скажет: ты номенклатурная гнида. Всю жизнь жил с распределителями, пайками. Меняешь Ленина черной икрой, а самое получал на улице Грановского. Получали? Конечно, получал. Мама получала, а я ей помогал нести, когда был подростком. Маме же тяжело было вырезку и сервелат носить. Было очень стыдно. Нашей семье... Прям стыдно было? Было прямо стыдно. Мы это называли кормушкой, подачками. И хотя я там кормил всех друзей, никто не отказывался. Так вы сами не отказывались? Я сам не отказывался, но я приглашал ребят школы, институты, все с удовольствием в этом принимали участие. Ну как, я в семье, все будут есть, я не буду есть. Но у нас это всегда считалось не камильфо, тем не менее. Никто этим не гордился. Смотрите, вот эти вот люди, которые
находятся в привилегированном положении, Да. и которые мечтают о той какой-то прекрасной России, которая подошла бы им, привилегированным. Почему привилегированный? Всегда так бывает. И декабристы были, в общем, не из простых. Из простых вообще мало кто бывает. Так может быть... Даже вот Ленин эти- был не из простых. Так может быть, вот эти люди, которые стремятся упихать Россию в 21 век, при том, что сама Россия в большинстве своем находится на пару-тройку веков раньше. Может быть, они хотят какую-то другую страну, а не ту, в которой они родились и выросли. И, может быть, это им нужно на выход, и оставить страну в покое. Дело в том, что первый ваш тезис неправильный, что наш народ стоит, скажем, в 17 веке, на 3 века раньше. Это неправильно. Наш народ совершенно современный, нормальный народ, пользующийся компьютером, читающий книжки. Наши люди ничем не хуже по своим объективным базисным показателям, чем, скажем, европейцы. Я не говорила хуже, я говорила другие. Вот. Ничем не хуже, в смысле, что они другие? Они такие же. Единственное, что они пережили страшный кошмар большевизма. Во многом они сами на него повелись в 17-18 году из-за того, что еще были малообразованы сравнительно и не понимали, что Ленин просто лгун. А там люди, которым обещали более такой разумные пути реформы, они им не нравились. Русские люди хотели получить все и немедленно. Так не бывает. Поэтому какая вина русского народа за выбор 17-18 года, безусловно, очень велика. Только те, кто пытались все-таки Россию не допустить до этого нравственного падения, я думаю, они в какой-то степени могут быть оправданы. А потом эта страшная тоталитарная машина, которую они сами запустили, люди запустили. Ленин бы мог быть демагогом где угодно, но за ним бы не пошел бы народ. А здесь пошли, и за Гитлером пошли. В самой образованной стране Европы, Германии, потому что больное вот это чувство империи там сработало. А здесь жадность. Обычное желание получить чужое, потому что чужое – это на самом деле твое. В итоге не получили ничего. Этот страшный период перелопатил наши народы. Огромное количество погибших, нравственных уродов, людей, лишенных имущества, людей, привыкших жить среди убийств и преступлений. И из этого надо народ вывести к той нормальной жизни, которой любой народ мира предназначен. А подождите, вот насчет вывести, может быть, нужно, чтобы люди дожили до той точки, когда они сами захотят выйти, и тогда они уж и выйдут? Нет, сами они, конечно, захотят, но роль учителя в том, чтобы учить правильным путям и направлениям, потому что сами люди, они должны возненавидеть то, что есть. Вот это может сделать только человек. Вот они должны возненавидеть вот этот Крым наш, эту империю. Но вы же понимаете, что это утопия? Не, абсолютно не то. Я думаю, что уже сейчас этот процесс происходит. Так же, как у немцев к 1945 году очень многие была ненависть к гитлеровскому государству, которое их довело до бомбардировок, до поражений, до позора. Тогда все-таки та жизнь, которую жил немецкий народ в 1945 году, она была чудовищной. Она была чудовищная. Сейчас ситуация не столь, как говорится, чудовищно в России, но моральная тягота войны ощутима многими. Люди просто, многие сами себе не признаются, а многие говорят, что не хотят об этом говорить. Но это, безусловно, осознаваемо. Люди должны почувствовать, что они хотят на обычной жизни. Если они почувствуют, они зададут себе вопрос, а как нам быть? И вот здесь мы должны, люди, которым так получилось, что мы образованы, мы читали, знаем книжки, знаем теорию, мы должны хотя бы предложить. Демократия ведь строится на том, что различные, грубо говоря, умники говорят, что вот надо делать то-то и то-то и то-то, чтобы стране было лучше. Другие умники говорят, надо делать не это, а надо делать то-то, то-то и то-то другое. А третьи говорят, да нет, надо делать третье. А люди выбирают, какой из этих путей правильно. Предложение – это политическая элита, спрос – это народ, естественно. Вот. Будет ли спрос? Это вопрос открытый. Я уверен, что этот спрос уже есть. Но люди стесняются его задать публично и боятся. Потому что 2,5 года войны, гибель, по крайней мере, сотен тысяч людей, это уже не усложнение даже быта. Быт тоже усложнится. Но самое главное это. И то, что русские люди убивают других людей, убивают по воле русского диктатора, это в сознании многих уже очень сформировано. Я знаю, например, людей моего поколения, которые приняли эту войну, которым она нравилась в начале, в 1922 году.
но которые теперь уже вообще не смотрят телевизор. Они говорят, мы обмануты, нас обманули. Так же говорили и немцы о Гитлере. Мы хорошие, но нас обманули. И поэтому мы делали, может быть, плохие вещи. Мы хотим сейчас все изменить, прогнать этого, и не нужен нам никакой ни Крым, ни Донбасс. Мы хотим нормальной, достойной жизни. Пусть будет рядом та Украина, какой хотят они, сами украинцы, ее строить. Никаких нам территориальных превращений не надо. Все это бред этого старого человека, которому мы поверили, а оказалось, что он ничего не может. Вот это сейчас зреет все больше и больше в народах России. Как историк, я считаю, что сейчас происходит это самое-самое главное. И это очень похоже на то, как происходило и во время Крымской войны, и во время Первой мировой войны. И в обоих случаях это привело к резкому изменению, в одном случае положительному, да, потому что элита удержала власть, но повела реформы, а в другом случае катастрофическому, когда элита была уничтожена. Что сейчас называть элитой, я не знаю. Это, конечно, не элита. Но посмотрим, как будет дальше развиваться события. А какой у вас любимый император? Вот вы говорите о страстности моей книги. Страстность заключается в том, что это моя история, это моя страна, это моя Россия. Я ее безумно люблю. Но это не значит, что я закрываю глаза на ее ошибки, недостатки, преступления. Наоборот, как раз любовь, если это настоящая любовь, открывает глаза, потому что ты же хочешь видеть предмет своей любви совершенным, и ты видишь каждое несовершенство своего объекта любви. Хотя я и старый человек, но эти чувства страсти мне свойственны. И я из-за этого пишу «Страстная Россия». И, соответственно, те люди в России, которые ее тоже любили, они мною любимы. Те люди России, которые ее использовали как там свою наложницу, мне они отвратительны. Я думаю, что мы очень мало знаем о царевне Софье и князе Василии Голицыне, очень мало. Поэтому далеко не все тут можно сказать, не все можно воспроизвести. Но мне кажется, что это был путь в движении в очень хорошем, правильном направлении. Эти люди мне симпатичны. Но я досконально знаю царствование Александра. И я вижу, что это был при всех недостатках, которые я отлично знаю, его предательство в Тильзите. Тильзитский мир, он похож на 23 августа 1939 года, на пакт Молотов-Риббентропа. Я все это понимаю, но он это исправил потом и своей победой, и будущим Европы. Так что Александр, безусловно, для меня очень симпатичный человек. Для меня симпатичный очень, хотя, конечно, он на порядок более слабая личность, Александр II. Он лично слабый человек. Но в отличие от Александра, у Александра II уже было общество. Оно сложилось в эпоху Александра I. В то, что мы называем золотым веком русской литературы, это на самом деле золотой век всего русского общества. И это общество поддержало реформы, и более того, оно было инициатором реформ Александра II. И без общества, без таких замечательных людей, которые его окружали, ничего бы не получилось. Великие реформы – это не дело Александра II, это дело значительной части русского общества. Александр II – это только царь, при котором совершились эти реформы. Его великая заслуга, что он был их сторонником, а не противником. Но делал их не он. Делали их другие люди. А он просто им не мешал делать. Но внешне вы похожи больше на Александра II, чем на Александра I. Но Александр I, там мода была такая, бороды не носили и усов. Но ваша при Александре II носили. Александр II сам, вот видите, вам в чем-то подражал Францу Иосифу. Вот, так что мы все тут одним миром мазаны. Но я думала, что вы придете в бабочке. Я вас огорчил? Нет. Но мне интересно, вот этот ваш, как говорят... Я вам скажу одну вещь. Ее даже сейчас же французы забыли. Я все время это объяснял послу Франции в России Морелю. Как-то мы с ним встретились утром. Он был в бабочке. Он говорит: Андрей Борисович, а почему вы пришли вот на этот прием в галстуке? Я говорю: господин посол, до ланча никто бабочку не надевает. А, вот в чем дело. А мы с вами встречались в 12 дня. Так ваш лук, чем он продиктован? Катерина Владимировна, нет у меня ролевой модели. Нет. Вы знаете, я стараюсь жить вот во внутреннем комфорте с собой вот таком.
Мне отец носил костюм, носил галстук. В какой-то момент, когда началось вот это, в начале 90-х, у нас появились вообще бабочки. До этого же бабочек-то не было практически. Мне показалось, что мне бабочка – это то, что мне явно не хватает. Постепенно менялась форма моих усов. Я никому не подражаю. Нет, у меня подражательстве хотела вас обвинить. Я хотела, чтобы вы рассказали про какой-то свой вот идеал такой. Идеал какой? Быть просто нормальным русским профессором. Каким я знаю, какие были в 19 веке, в 20-м. Когда сейчас, понимаете, люди ходят в джинсах и в пиджаке на лекцию. Вам это не нравится? Просто это не мой стиль. Мне было бы стыдно, неловко. Девочкам в зале это нравится. И хорошо. Профессор молодой. Вот, он может и поухаживать. Я не стремлюсь ухаживать за студентками. Так что мне нравилась всегда некая естественная дистанция возраста, которая находится между учителем и учеником. Я не пытался ее никогда стереть. Может, отсюда и привычка обращаться ко всем по имени-отчеству. Вы много в том числе занимались религией и историей религии. И все вокруг говорят о том, что вы человек верующий. Это правда. Что после смерти? Послушайте, я не просто человек верующий, я историк религии. Значит, я, кроме моей уверенности в том, что, как христианина, да, во Христе, я еще знаю веру огромного количества народов, начиная с доисторических. Собственно, моя первая книга высшая по истории религии – это была «Религия доисторических народов», тех самых, которых называют пренебрежительно неандертальцами, пятикантропами, а вера-то у них была, и да еще какая. И многое из того, что мы сейчас, не думая, используем в нашем обиходе, даже не религиозном, а просто жизненном, скажем, могила с холмиком над ней, каменный обелиск на могиле, все же восходит туда, в доисторическую древность уходит. Я даже позволяю себе в книге такой термин, как неандертальская революция, потому что неандерталец открыл, мы так думаем, две важнейших вещи – трупоположение, то есть захоронение умершего тела, до этого не было. И второе – это заместительное жертвоприношение. То есть, когда вы не можете принести жертву Богу, Бога нет, и не можете вкусить плоть Бога, чтобы стать им, но вы можете заместить Бога некоторым символическим существом и вкусить его плоть, и таким образом символически стать одно с Богом, потому что цель человека на самом деле обожение из временного, частичного и слабого, какой бы цивилизацией он ни обладал, стать вечным, прекрасным и всемощным. Как раз религиозная традиция в той или иной форме практически всех культур. Все человечество всегда жило уверенностью в том, что эта жизнь – это лишь подготовка к вечной жизни. Испытание, если угодно, проверка на валидность для вечной жизни. Да, всегда были и скептики. Причем это известно из, скажем, еврейской традиции ветхозаветной, да, Танаха традиции. Там сказал безумец в сердце своем нет Бога, пишет. Говорит царь Давид в своих псалмах дважды. Известно в Египте там такое творческий поединок орфистов, когда один воспевает прекрасную жизнь после смерти, а другой говорит, да оттуда никто не возвращался, никто не рассказал, что там, как ты можешь это говорить, а тот ему отвечает, как ты можешь сомневаться в этом самом прекрасном, что известно издревле нашим отцам. Эту песню орфистов знаменитую изложила русским поэтическим языком Анна Шахматова. Так что вопрос, что там, я отвечу словами Паскаля. Если вы будете жить так, как будто вечность есть, и она зависит от вас, то вы никогда не ошибетесь. А если вы будете жить так, как будто бы вечности нет, то вы имеете шанс очень серьезно ошибиться. Как это выглядит? Это, вы знаете, никто сказать не может, потому что это иная качественность бытия. Мы здесь привыкли жить в пространстве и времени. Я, когда был еще ребенком, пытался себе представить, что такое жизнь за концом пространства. Что такое вот это не вечность временная, а беспредельность пространственная.
И удивительное дело, я еще, естественно, о вере знал очень мало через мою няню. Она была украинка, кстати говоря, из Слободанщины. И она мне на своем русско-украинском таком языке, свойственном для тех мест, рассказывала о Боге. Конечно, очень простые вещи, но в самом главном верные. Верные. И вот мне казалось, что Вселенная – это ночь, звезды, темное небо. Но за этим всем пространством, за пространством этих мерцающих звезд на черном небе, мерцающих галактик и Млечного Пути, за всем этим есть мерное, ровно светящееся золотым светом реальное всегда. И вот это та бесконечность. Так какой самый счастливый момент вашего детства? Я вам скажу, я тогда был маленький, я еще многого не понимал. Мы только что получили квартиру на Кутузовском проспекте. Это была большая трехкомнатная квартира в доме как раз напротив гостиницы «Украина». Я должен был идти во 2 класс, в новую школу, 56-ю. Но был еще август месяц. Двери родительской спальни, балконные двери были открыты. Внутри вот еще это огромное пространство между Большой Дорогомиловской и Кутузовским проспектом, еще оно не было застроено. Там были, как я теперь понимаю, неплохие 2-3-этажные дома Дорогомиловской заставы. Это все ломалось. Я видел, какая-то начинается новая жизнь, новое строительство там. И у меня было ощущение, что и у меня начинается новая жизнь. Я помню, я лег на родительскую кровать поперек, свесив ноги в сторону балкона, смотрел на это голубое небо, на эти огромные, еще не застроенные, пустые пространства неба и думал, что впереди прекрасная жизнь. Сейчас мне 72 года. Жизнь прожита. Считаю ли я, что те мои мечты и надежды неправильные? Нет, не считаю. Мною сейчас владеют, Катерина Владимировна, 2 чувства. Одно чувство, что я сделал все, что мог, чтобы для огромного количества людей русского языка и вообще, наверное, всего мира жизнь стала хотя бы понятнее, может быть, и лучше. Этому я посвятил себя как ученый и как преподаватель. И второе мое убеждение. Хотя я знаю, что там, с точки зрения христианина это не так, но если бы с индийской точки зрения могло быть новая жизнь, я бы ее не хотел. Я бы хотел, чтобы эта жизнь была моей единственной жизнью. Больше в этом тяжелом мире я экспериментировать не хочу. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость? Конечно, милосердие. Свобода или стабильность? Конечно, свобода. Правда или безопасность? Конечно, правда. Родина или истина? Истина. Нас учили тому, что правое дело, добро, любовь, истинные ценности побеждают. Но мы живем в перевернутом мире, где, кажется, это не происходит. Что вы себе говорите, чтобы утешить себя? В чем утешение? Я же христианин. Тот, кто пришел в мир и сказал, что когда тебя бьют по правой щеке, подставь левую, сам был распят. Он сказал, я же не могу позвать 12 легионов ангелов, чтобы защитить себя. И он себя отдал в руки злых людей и принял мучительную смерть. И при этом что произошло? Его учение стало великим учением, которым оживотворяется, одухотворяется мир, и которым, возможно, создана вот та цивилизация, европейская цивилизация современная, в которой мы с вами живем. Поэтому поражение, оно часто предшествует великой победе. И, как хорошо сказал Пастернак, на поражение от победы ты сам не должен отличать, а должен ни единой долькой, не отличаясь от лица, быть лишь собой и только, собой и только до конца.